Не, ну пипец, товарищи. Это, товарищи, пиздец. Это пиздец, товарищ. Это, товарищи, жопа. Это, товарищи, жопа. Это пиздец. Я не знаю, что произошло до этого. Ну, хрен с ним, ладно. Так, внешний чат. Кто мне, блядь? А, наверное, на вашем, да? У вас трансляция. Да. Окей. Чат в отдельном окне. Это раз. Я очень, блядь, надеюсь, что таких вылетов больше не будет. Но я думаю, что они быть могут, скорее всего, потому что это дело в каком-то из херовых драйверов. Короче, я заебусь объяснять, в чем проблема, на самом деле. Я заебусь. Да, привет, Эпик. Да, все заработало. Я не знаю. Короче, какая-то хуйня происходит у меня с ПК. Я так уже, у меня бывало, я запускаю именно Streamlabs. Да, то есть стримчанский такой запускаю, короче, чтобы было красиво. Вот, потом что-то происходит, у меня все нахуй крашится, вот. Крашится Streamlabs, у меня гаснут мониторы почему-то, и крашится игра, которая... Ну, я думаю, это проблема в видеоадаптере. Я его сейчас обновил, потому что была именно похожа на проблему с не адаптера, а с драйвером видюхи. Я сейчас его обновил, по идее, проблема должна уйти. Если продолжится, я не знаю, блядь. Но по идее, проблема была именно в видео, именно драйвере, да. Для видюхи. Так, оповещение. Так, страница отправки сообщений, вон. Бам. Так, на обновление драйвера как-то должно помочь. Ну да. Все, да. По идее, я все улучшил. Так, я все настроил. Ребят, все, сейчас идем проходить дальше. Сейчас я подрубаю вебку. Все окей, сейчас все будет, пацаны. Все, стримчатский идет. Спасибо, что никто не вышел. Миорас, кстати, скорее всего, вышел. Ну ладно. Ну ладненько. А что, Степа заходит на стримы? Не, Степа не перестал. Он даже с моего дискорд сервера ливнул. Либо он обиделся, либо еще что-то. Не знаю. Ну, такие вот дела, получается, да. Это так. Жаль, ну да, есть такое. Так, сейчас я подрублю НКС какой-нибудь такой для, типа, ну так, знаешь, чтобы что-то там играл на заднем плане. Вот, ну, чтобы норм было, как бы. Так, там нормально, ничего, ни проблем нету, можно погромче сделать. Во, нормальная тема. Так. Найс.
Я помню, мы деревню нашли, там девка зашла гриферить нас, начала так бомбил угарно. Да я все время бомблю, понимаешь? Как бы, да. Особенно, когда, блядь, рушат то, что я строил. Да. А нас прям девку тогда гриферила? Да, да, я тебе говорю, мы скоро вернем Майнкрафт, скоро будем прохождение на стримах проходить. Скоро все будет, ты чё? Не надо ностальгировать, надо делать, идти дальше. Сейчас вернем стримы по Майнкрафту. Круто же было, круто. Сейчас все чуваки экзамены сдают, там тоже Степа, ну по круто не знаю, короче. Сейчас все сдадут, короче, экзамены, все освободятся, и в июле, я думаю, попробуем стримы по майну сделать. Ну, типа, попробуем. Трофлил, типа, что это транс. А, да? Я понял, да. А, это как типа школьник какой-то очень зашел. Мы с него все рофлили, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Яночка. Да. Да. Помню, все, вспомнил. Я тебе говорю, скоро все будет. Но вот именно по стримам, да, можно ностальгировать. Скоро все будет. Так, а как тут открыть? Опа. Во, балдеж. Во, балдежно, теперь все. Вот теперь балдежно. Чекните, кстати, сейчас на ютубе, как я вот только что буквально за 3 секунды сляпал нам логотипчик прикольный для стрима. Чекните, как вам. Прям буквально за 3 секунды сляпал, пока тут сидел с чатиком, общался, ребят, чекните. На YouTube заходите, кто сейчас на ютубе. Просто там можете, ну, типа, просто чекнуть логотип как-нибудь. Жду майна GTA. В GTA будет 100%, майн будет, если мы соберем, типа, людей старых, кто шарит. Так что скоро все будет, не кипиши, все по кайфу чисто. Я помню, как я логотип тебе делал GTA для банды. Ну да, было дело, было. Было дело. Так, мультистрим, все, пацаны, все по кайфу, ебать. Все просто по кайфу, ебать. Все хорошо. Все просто по кайфу. Так, чуваки, сейчас я настраиваю нам вебку, чтобы все было просто заебись. Там все будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет менять. Все просто сейчас по кайфу будет, челы. Просто вы не представляете. Озвучка у нас в халве будет русская, сразу говорю. Вот. Значит, да. Потому что так вот получается. Ну, а как еще? Я вроде чекнул, там русская озвучка вроде норм. Ну, типа... Ну, не понравится, блядь, обратно на английскую перейдем. Посмотрим.
Еще плюс ностальгия по халве, ну для меня точно. Ну, вот нормальненько. Так. Ну, нормальненько получается. Все, народ, запускаем. Сейчас, народ, давайте. Хуяндок. Опа. Все, здорово всем, привет, кто скучал, кто не скучал, всем хай, всех рад приветствую, дорогие друзья, шановные друзья, всем привет. Что так вот, оп, подвинуть, красиво, чтобы я был в центре событий, понял, да? Здорово, здорово, здорово. Оп, чатики выводим, два чатика. Можно, знаешь, теперь еще красиво сделать, у меня сейчас такая традиция появилась, я теперь делаю, короче... wallpaper. Ну, чтоб точно, типа, знаешь, прям. Беляк по кайфу, понял? Давай, как красиво будет на заднем плане. Народ, кстати, сегодня еще идем E3 смотреть. Прям так на стриме посмотрим, чекнем, что там, да как дела обстоят вообще. Ну, чтоб точно было все, да. Так, задний план у нас будет... О, да! Задний план у нас будет охуенным. А это уже что-то значит. Все, по кайфу, ебать. По кайфу. Красиво! Мы можем закрыть окно, потому что если, типа, слишком ярко. Если не ярко, то норм, типа, то оставляем. Ну, скажите, как кому хочется. А я пока халву запускаю. Погнали, ебать. Халва так халва, нахуй. Я же еще Алекс скачал. Так что после второго халва ждите Алекс. VR-ку стримить будем. Будем VR-ку стримить. Это все первый раз видел за 2 года. Серьезно? Я до этого все время без вебки стримил. А надо, потому что чаще на стримы заходить, понимаешь, да, типа? Понимаешь, да? Понимаешь, да? А вот так. А вот так, а вот так. Я-то олд, когда ты в маске стримил. Да, да. Вот как-то так получается. Не, мы уже давно с вебки стримим. Уже давно, уже давно. Так, халва запущена, ебать. Ну давай. Ну давай. У меня еще теперь вот тут вот по верхней вот этой вот панели, которую вот тут видите, вот тут вот по этой панели, ходят, короче, маленькие зверушки, но они только для Твича, поэтому я их пока решил не подрубать, потому что будет странно, что типа только от Твича будут такие штуки ходить. Было дело. Так, халва запущена на другом мониторе, что я перенесу по бринкам, и все будет по кайфу. Так, настройки, видео, на весь экран. Так, разрешение формата. Ну в принципе, раз не хочет так делаться, тогда давай не он к нам перенесется, а мы к нему перенесемся. Опа. Так, мониторчики. Бам, бам, бам. Оп. На втором мониторе такая же составка, да, по кайфу будет. Бам, бам. Все другое дело. Другое совсем дело, другой разговор, понимаешь? Так. Так. Понял. Помню, как ты проходил, бомбил еще, закрывал там про паркур. Называется... Mirror Set, скорее всего, проходил про паркурчик.
Ну да, ну да. Все, погнали. Новая игра. Начать новую игру. Давай, запускай. Half-Life подъехал. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Надо стричься, кстати. Не лень стричься, а надо бы. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Жестко, жестко. Потише Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я проснулся. О, другое дело. Я не заметил, как ты сел. А надо быть лучше. Возможно, мы встретимся позже. Может быть. Че, у нас Сити 17 захват альянсом, да, получается? Да, Сити 17 захват альянсом. Вот дохуя лет Фриман проспал, да. Эпик, пожалуйста, можешь написать что-нибудь на Твиче, просто чтобы у тебя там чат обновился, я тебя очень прошу. Ну просто Вот и конец линии. Плиз, просто такая по-братски просьба. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Здорово. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Да-да, все, спасибо большое. Все, можешь обратно на YouTube возвращаться, спасибо. Я заодно тут чатик отключу, чтобы если кто-то что-то писал, этого не было видно. Ну, чтобы, типа, не дискриминировать YouTube. Да. 17. Все по кайфу. Здесь безопасно. Так, ну что у нас? Все нормально, ничего не лагает, все окей, все по кайфу. В последний раз. Я бы не стал так громко говорить. Это его опорная база. Отряд. Откалибровать 105 камер. У нас конфликтующие данные. Куда вы меня ведете? Проходи. Внимание, ответьте на 647Е, как слышно. Привет, чисто отбой по 647 и 10107. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Так. Меня взяли под арест. Заходят в комнату, где будут пиздить, да, пиздить. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад. Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати, Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман, как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового проспекта. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Ученый. Где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Это будет чики-пуки, Слушай, пацан. мне надо идти.
Мы и так сильно рискуем. Гордон, рад тебя видеть. Взаимно, Ладно, наверное. Гордон, Правильно тебе закрыто. придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Гордон, нечего здесь время терять. Давай вперед. Ну давай, давай. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Давай, пакеты. Дверь сама закрылась, мы можем идти. Опа. Ау! Больно, наверное. Так, у нас начинается похождение. Вот эти вот загрузки, прогрузки, да, подлагивают. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бри. На, блядь. Пошел на... Ты сука, блядь. Охуел, блядь. Ваш обеспокоенный На, блядь, уёбок. Солдафон тупорылый, блядь. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Успокойся, дядя! Уйди, блядь. Успокойся! Да ты успокойся! Блядь! У, сука. Успокойся, мужик! Все, все. Ох, охлади свой пыл. Все, нормально. Да ёб. У, сука. Давай как-нибудь потом, ладно? Поговорим. Двери. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим Настырный, на блядь, пороге уёбок. бессмертия. Этот факт влечет за собой... Дверь закрой, он там за мной бежит всё ещё. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое Здорово. время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия. Так, все, я дальше не проходил, дошел до этого быстрее места и просто чекнул, типа, как игра работает. Поэтому дальше я уже не знаю, что делать, поэтому давайте искать вместе. Неотделим от своего двойника. Эпик, только подсказывать, когда я прошу, ладно, договорились? Связан с Всё, необдуманными давай. импульсами. И теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о Да, своей нельзя, да? Понял. бесполезности. И как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся. Ух, бляха, какие красивые. Возможно несовпадение численности. Сюда нельзя, да? А, все, туда нельзя, все. Ну-ка, сейчас залезем, осмотримся. А, тут забор, скорее всего, сюда. Окей. Внимание, проходи. Чисто, отбой по 647 и 10107. Ага. 10-4, как у нас в РП говорят, ебать. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Цитадель, пацаны. Опа! Зигу. Пацаны, на, поиграйте. Так, о, подлагнула загрузка следующего уровня. Вот это я угадал на одном дыхании, конечно. Ну, я люблю халву, то, что она сделана так, что, типа, там дается иллюзия, как будто тебе есть куда идти. На самом деле, ты идешь по коридору просто. Хотя, я думаю, так во всех коридорных шутерах. Следите за показаниями на радаре.
Так. Бля, НКВД нахуй. Опа. Стоять. 603 вторжение. Офицер убит. Всем постам. Код 3 на 10-20. Хочешь в участок? Полиция, бля. Диктаторский режим, пацаны. Продолжаем. Да проходи. А, нам не сюда, да? Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших этических потребностей. Можно я вам окно разобью? Пошел нахуй, диктатор! Психологическими установками. Я думал, ты легавый. Он на нашей стороне. Напомнить себе, что наш истинный Там внизу. Я же говорила, мы следующие. Неподчинение 10-1-0. 10-20. Достигаю. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается Быстро на крышу. полным пищевым Нельзя терять ни рационом. минуты. О, пизда. Гражданам. Производится проверка идентификации. Занять назначенные для инспекции места. Постам, внимание. Код 3. Зона 0. Давай сюда, быстро. Давай быстро на крышу. Там люди жертвуют своей жопой, там под арест себя ставят только ради того, чтобы мы пробежали, да? Я даже фпсик просил. На стриме, на стриме. Опа. Ах ты, сука, стреляешь сразу. Блять. Что происходит? А! Тихо, спокойно, спокойно. Там аресты массовые, да? Они, сука, целых несколько нарядов вызвали, блядь, подняли в воздух какую-то, блядь, дронов, каких-то непонятную авиацию, снайперов, только ради того, чтобы одного бомжа поймать. Давай. Давай. Опа. Я сейчас чекну, у меня клавиатура, прыжок, присесть, бег, shift. А, ну да, все правильно. Значит, он просто сейчас недоступен пока, да? Так как должен работать. Я понял. Окей. Пошли. Пацаны, да вы успокойтесь. Ай! А куда мне? Я не знаю. О, привет, Алекс. Полагаю, ты Фриман? Предлагаю, потом за тебя буду играть? Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Поехали. Я Алекс Венс. Да, я за Мой тебя отец буду играть. работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Я проспал несколько лет. Неразговорчивый. Абсолютно. Я проспал несколько, блядь, может даже десятков Помнишь его лет. по Черной Мезе, старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Нет, я его не помню, честно. Бля, как сложно, да? Ну, типа... Забавно, что ты появился именно сегодня. А что сегодня должно быть? Особенный день какой-то? Не просто обычные аресты, просто обычные аресты с добиванием дальнейшим или что? Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше.
Это секретный проход, да? Давай я куплю тебе воды. А, ну ладно. Да давай, в принципе, я не против. А, нет, это секретный проход, И я был да, прав. кстати, рада познакомиться. Наверное, взаимно. Вот чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман. Это Здрасте. в самом деле ты? Ну да? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятно. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. О, Должен компы из сказать, 90-х. Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою Давайте красоту. убедимся, что эта штука Ну работает, что, ладно? получилось? Вот таки. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под Не угрозу волнуйся, всю нашу он пойдет работу. со мной. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты А, хочешь сказать, ну он давай. заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик Что? дать. О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. Костюмчик. А меня в нем же усыпили, по идее, А вот нет? и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. А, Не бойся, оно ручной. Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Ну, если она мирная, то окей. А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Меня же в нем усыпили, почему он отдельно-то? Ну ладно, я не против, в принципе. О, по кайфу. И музыка заиграла кайфовая. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Угу, окей, так, я понял. Заряжаем костюмчик и все по кайфу. Это ж все нулевые 90-е, да, вот эти времена, типа? А у них уже такие технологии инопланетные. Ну давай, доктор Клайтер. Но я запомнил, что он Кляйтер, блядь. Не надо 150 раз повторять. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Какой панель? Ты там? Да, Илай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не то, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим.
Поток без массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда то же самое LG, говорил. включая функцию Эй, кстати, Гильберта. насчет кошки. 2, 1, о, господи, что на это Чат на ютубе читай. А там что-то пишется? Погоди, сейчас, стоп. Погоди. А там что-то разве пишется? У меня чат на месте стоит. Мне написано... У меня последнее сообщение в чате на ютубе. Дохуя лет Фриман проспал. Да и все. Или ты это и писал? Чуваки, вы что-то на ютубе пишете, что ли? Я, может, не знаю. Окей, у меня предыдущий сдох чат почему-то. Не проблема. Все окей. Я пишу. Странно, значит, у меня чат тут тупанул. Все. Пардон, виноват. Так, да, давай, сейчас чекну. Спасибо, что написал, видишь, вот чат тоже может тупить. Гордон вышел из статиса между 2015 и 2029 годами. Стазиса. Гордон был в стазисе 15-29 лет. Ты мог увидеть Кляйзера в начале игры, перед тем, как вставить кристалл в первой халве. Окей, все, я понял, все, хорошо. Во, спасибо за информацию. Да, сорян, Эпик, но видишь, чат тупанул, я же тебе говорю. Он у меня на месте стоял. Последнее сообщение, которое мне написал ты в том чате, это было, ну дохуя лет Фриман проспал, и все. Ну окей, все, спасибо за инфу. Это было, ну дохуя. Напиши сейчас в ютубе что-нибудь, пожалуйста. Напиши что-нибудь, пожалуйста, на ютубе. Все, заебись, по кайфу работает. Погнали дальше. Господи, ты права. Гордон, не воткнешь штепсель? Так он при мне был включен. Гордон. Так я знаю, он был при мне включен. Гордон дернет рубильник. Надо еще рубильник дернуть. Давай, Гордон. А где рубильник? Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Она улетела. А ты думал в 90-е что происходит? Ну в 90-е происходило, по-моему, в первом Half-Life. Сам посмотри. Эй, Док! О, слава богу. Как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Вообще-то он Поговорим физик, через кто там секунду. ядерщик. А, он физик-теоретик. Естественно, он, блядь, охуенный ассистент. Ему самому Класс, ассистенты Гордон. нужны. Мастерское обращение с рубильником. Я Ладно, смотрю, не парни, зря ты твой MIT черед. закончил. Спасибочки. Гордон, MIT. пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Илаю. Как раз вовремя. Погнали, ебать. Давай, запускай свою Прекрасно. шарманку, блядь. 3, 2, 1. Нулевые. Пуск. Понял. Барни, 2000. будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, Давай. именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Понеслась! Ой. Это же твой чертов мозгосос. Ламар. Кэдди. Берегись! Вот он. Ламар, с ним. Да забудь о ней. Он проходит, папа. Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся. Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы
знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Кто это был? Неужели Привет! Гордон Фримен? Блять, вода. Блять! Он не проскочил. Ну тогда где же он? Сзади. Ага! Выключай, выключай. Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Ой, здрасте. Куда идти надо? Ну, как всегда, все по пизде пошло. Бон вояж. Мы даже в кабинете у главного чела были, прикольно. Где-то вон там на вершине. Так, нам нужна монтировка, да? Хотя, нахуй монтировка. Посторонними предметами сейчас справимся. Эй, Гордон! А! Ты где? Да, здорово. Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел. Ебать, но муравейник. нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. По кайфу. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Давай, давай. Ля полетела, блять, осиное гнездо, нахуй. Так. Блэк Мезя. Сука, хотя ослепить-то нахуй. Сосать. Ой, чёрт. Во! А вы не пробуете это поле сосать? Ай! Давай, Гордон, поднажми, блядь. Ты же хочешь жить, да? Не понял, нам сюда, что ли? А, ну да. О, давай, 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 давай. Поезда и прямо из 90-х, блядь. Спокойно. Ау. Став Халви первый Вартигонты были врагами, сейчас они союзники. Это которые чуваки с глазами с такими, которые были в офисе у Илая, да? Это там один такой чувак был. Да, ну так они были, да. Они их поработил Альянс, по идее. Остановитесь! Мы ни в чем не виноваты! Блять. Сучара, блять, ебучий. Они будут искать тебя. Да они меня и так еще забили. По кайфу, чувак. Быстрее! Чё быстрее? Окей. Те, кто молнии стрелял в хайпе. Сука. На тебе хедшот, блядь. О, это что такое? Рентген. 2. Сотрудник убит. Оставшимся силам задержать. А, это я понял. Давайте, сотрудник убит, давайте сейчас. Воу. Ой, там вертушки подняли. Да уже знают, что я Гордон Фриман. Какое, блядь, неопознанное лицо. Да мне сюда, да?
хилка. Да, я понял. Значок хил. Может, надо на поезд запрыгнуть? Слушай? Точняк, на поезд. Да-да-да-да-да-да, на поезд, только чуть повыше, да? А, или через поезд. Блять, выбежали, ёпта. Давай, давай, давай. Опа, давай! Сука, блять, не снимай меня. Не люблю папарацци. Оп. Вниманию отряда гражданской обороны. Обнаружено устранение обнадзора. Реагировать, изолировать, допросить. Да ёб твою... Их там сейчас дохуя, да, будет спавниться? Неопознанное лицо. Статус в отделе гражданской обороны. Тихо, 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 спокойно, спокойно, сейчас. Сейчас разберемся, сейчас разберемся. Не кипишу. Внимание. Неопознанное лицо. Сука. Статус Уа! гражданской обороны. Спокойно, спокойно. Всем ответить код 3. Код 3, пиздец. Не открывается. А, здесь можно. Контакт с подозреваемым 2 О! Вижу его выпитов 1-5. Вниманию О! отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение обнадзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Да блять! Шел нахуй. Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Уи! Осторожно. Стал. Воу! О, такой же поезд будет на нас в Алексе падать, если я не ошибаюсь. Такой красивый треугольный поезд. В отделе гражданской обороны. Там бы костюм подстрелить был бы охуенно. Вниманию отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение обнадзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Ух, ебать, там вертушки подняли. Ау. Залутаемся. Потерян сигнал отделения. 6. Всем ответить код 3. По кайфу. Да, бы костюм поздоровить охуенно было бы. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Ящики маленькие, это лут. А, да? Ну окей, давай чекаем.
Тут вообще, я, насколько помню, из первой части, там вообще в любом ящике лут может быть, по идее. Господи боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это временно. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Сейчас мне трахнет меня. О, по кайфу, по кайфу, по кайфу. Неплохо, неплохо. Спасибо. Это все, чем мы можем помочь. Нам нужно пройти незамеченными. Если ГО поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Вниманию отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение. Всем удачи, пока. Ходи отсюда. Отреагировать. Прям прогнал меня. Допросить. Телек надо посмотреть. Там пропаганда. Так, да. Штрих-код пишут и пишут лут, дают лут. А, ну окей, я понял. Блять! О, опять эти... Пока. Он трыгнет косточки, да? Граждане, введен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усмирить. Код подавить, меч, стерилизовать. Граждане, введен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усмирить. Код Ебать там. подавить, меч, стерилизовать. Сюда! Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код собрать, окружить, Откуда? задержать. Откуда, блядь? Чё за... Как здесь появился, дебил? А, вот как он появился. Станция 12, прием! Станция 12, как слышно? Они больше не слышат. Говорит станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, ГО атакуют... Давайте, блядь, атакуйте. Оперативные ударные, сука, группы. Давайте, блядь. Ебать, блядь, что за нахуй камикадзе? Ой! Блин, что все лягутся, блядь. Давайте муравейник свой сюда, блядь. Вот, приехали, вроде. Пиздец, что за ракеты, блядь? Что за артиллерия, нахуй? А! Мне пизда теперь. А, сопротивление, говорит, я понял.
Так, ну что-то делать, да? Ай! Ебучая хуйня. Они разъебали мой пулеметный, не знаю, пулеметер на воздухе держится. Эпик, пожалуйста, не спойлери. Ну это нечестно, я считаю. Уклонистское поведение. Неподчинение обвиняемого. Наземным силам ГО. Тревога. Код. Изолировать. Огласить. Исполнить. Не спойлер, ну хорошо. Типа объясняешь лор игры, да? Че блеванет, блядь. Гражданской обороны. Обнаружены локальные беспорядки. Собрать. Исполнить. Усмирить. Сюда! Граждане. Введен код. Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Ты знаешь, что тебя убьют, да? Я останусь тут ждать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Тебя, скорее всего, пристрелят вот с этого моста. Ну, так, не сильно, ну, так, да. Эх, хрущевочки родные. Эй! Сюда иди! Чи зассал, блядь. Ублюдки, солдафоны. Где там лут написан? Ну тут лут написано. Да, лут есть. Сейчас подрывать будут. Блядь! Эй! Вода, да, по идее должна. Перестреляю, блядь. Полетел, красавчик. Отрядом поддержки, код 3, без машине. Так, нам сюда, по идее, да? Чё приговор, меня пристрелите на месте, блядь, кого мне слушать? Так. Ну, вообще, по идее, нам... Я не угроза обществу, я угроза вашим солдафонам ебучим, блядь. Тупым, как пробка, блядь. Так. Еще больше коробок. Приговор выносить по усмотрению. Код. Отсечь, обнулить, подтвердить. Коробки с лутом. Гражданин, теперь вы угроза обществу 5 уровня. Немедленно прекратить. А, у меня патроны полные. И выслушать приговор. Да, тут только патроны, как я понял, окей. А быстрее, пока они вертушки не подняли, надо съебаться отсюда. И там уже, блядь, авиация, артиллерия, блядь, отряды, нахуй, быстрого реагирования. Стерилизовать? Вы чё, охуели? Меня кастрировать еще хотите, блядь? Вам мало убить, вам мне еще и кастрировать, да, будучи трупом надо? А, она вообще не туда надо было, я понял. Да. Похавай. Да. Код действия при беспорядках. Код обезвредить, спокойно. защитить, усмирить.
О, есть идея, да? Подавить. Меч. Стерилизовать. Пожуй говна! Гражданин. Угроза обществу первого уровня. Подразделение ПО. Сосать. Код течение. Долг. Меч. Полночь. Авиация пошла, да? У-у-у! А давай максимально быстро просто пройдем и все, и париться не будем. А, хуй там, да. Сука, ебать, я подпрыгнул красиво сейчас. Граждане, введен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усмирить. Код. Жестко. Жестко, жестко, пацаны, жестко. Угу, да надо что-то, чтобы перевесило, да? Ну, в принципе, в теории так может работать, но мы лучше что-нибудь сделаем вот такое. Физика объектов. А, ну не перевесил уже. Эй! Во. Ебать, вертолеты у них стильные, конечно. Я бы на таком полетал. Военное положение, пацаны. Так вы ради одного бомжа, блядь, всю армию решили поднять или что? Эй! Ай! Куда? Быстрее, блядь! Бомжа пристрелили. О, сколько лута. Ему это уже вряд ли понадобится. А нам это дело нужно.
Голову обкладываю. Уа! Здрасте. О, что происходит? Чертовщина какая. Ребят, сегодня Half-Life стримим до 6, потом у нас E3, короче, по сюжету. По сценарию, так сказать. Да и все. Да ну и с Богом. Давай сюда, быстрее. Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, Чего? они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они даже не меня ищут? Они заполняют каналы манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно. На этот раз пронесло. Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Дай припас, я пойду. Давай только быстрее, блядь, кота за яйца не тяни. Ну дай припасы-то. Ты здесь? Припасы дай, и я пойду. Так понимаю, я должен их сам, да, достать? И... Блять. Но они не здесь. Я вижу, там что-то есть. Ой, да ну нахуй, пошли так. Да пошел ты. Сломайте калитку по-братски. Бесполезные, блядь. Никакой от вас пользы нет. Даже, сука, калитку не могут открыть. Ай! Лестница, да похуй. Справимся так, без лестницы. Тронное подавление, чешу. На тебе монтировку по еблищу. Против лома нет приема, если нет другого лома. Давай, блядь! Вертолутик, блядь. Да я уже хуй на в чем меня обвиняешь, в чем меня обвиняешь. Я только приехал, меня уже обвинили, блядь.
злостный нарушитель. Идите, пожалуйста, нахуй, товарищ. А, нам не сюда. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. А у нас только так, блядь, по-другому никак. В нашем сети 17, блядь. Так, нам не сюда, да, скорее всего? Мы отсюда пришли. Блядь, теперь на фонарик еще и энергия тратится. Ёб твою мать. Дополнительную сложность это делать совсем нехуй, да? Давай, блядь! Сюда иди, я пока чекну уведомления. Молчать, блядь. На, блядь! Слушай, реально лучше. Так, я так понимаю, нам сюда. Блядь, какой же я тупой. Почему я сразу не сообразил? Вниманию всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. Блять, я не понимаю, этот ученый сказал, типа, я твой костюм, говорит, модернизировал. Как ты его модернизировал? Что теперь, блядь, за включение фонарика у меня еще и энергия тратится? Под эпичную музыку спустились, теперь пизду. Нихуя себе. О, нихуя себе, блядь. Ебаный. Не понял. Да. Давай разбираться. Ага. Давай быстрей. Костюмчик подзаряжу. У меня граната теперь есть. Я вооружен и опасен. Он увеличил комфорт костюма. Да я в этом костюме в космосе летал, блядь. Куда еще комфортнее? Пошел нахуй. Что-то у вас солдаты какие-то никчемные, блядь. Вы там охуительно репрессивное государство сделать нихуя не можете. С обычным бомжом в крутом костюме. Блять, он еще и включиться не может. Блять, энергия теперь еще и расходуется под водой, да? Да. Блять. Мы улучшили твой костюм. Как вы его улучшили? Непонятно. Вы только ухудшили, по-моему. Давай ломом ёбнем. Только патроны потратил на этих, блять, уёбков. Так. Ой, ты сволочь, блядь! Патроны, ну. Так. Ты дебил? А, он бросил дрон. Я думал, он грену бросил, блядь. Шо нахуй, а? Успокойся, успокойтесь, блядь, оба! Все нахуй. Вертолотики, блядь. Молчат. Чё они так пищат после смерти, непонятно. Эпик, не знаешь, что они пищат после смерти? Вниманию жителей. Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф 5 пищевых единиц. Там еще и обычных челов штрафуют.
Бля, это так не работает. Я думал его... Жизнеобеспечение включено. Спасибо. Спасибо. По кайфу. Half-Life. Иди сюда, давай. Красавчик. Немножечко лута. И все не так уж и плохо. Печенье это либо из-за пульса 0 или трация. Ну. Окей. Сначала он был в костюме модели 4 в Half-Life, затем модели 5 в Half-Life 2. Костюм позволяет Гордону выдержать те травмы, которые были бы для него смертельными. Ну все, понял. Ну ладно, я понял. Но ведь по факту между этими двумя версиями костюмов нихуя разницы нет. Только там голос другой бабы говорит... Ай! Блять! Только там голос другой бабы говорит, типа, что там траблы с костюмом. Но возможно костюм включает в себя бинокль, включение режима спринта, инспектор для ведения противоядия от нейротоксинов, дополнительный счетчик боеприпасов и здоровья на прицеле, использование энергии Альянса для подзарядки костюма. Но по фактам из реально нового... Погоди. Потренируем реакцию. Бейсбол, ебать! Давай сыграем с тобой, блядь. Матчпоинт, нахуй, давай. Иди сюда, давай, ротненький. Хе-хе-хе. Уи! Уи! Только я уже сотрудник. По факту вот все, что ты перечислил, реально новое. Это типа... Бинокль, по-моему, был, если я не ошибаюсь. В первом костюме. Режим спринта, по-моему, тоже был. Инспектор для введения противоядия. По-моему, да, его не было. Из реал нового только дополнительный счетчик боеприпасов, здоровья на прицеле и противоядия. Ну да, типа. Ну ладно, окей. Угу. Опять по всяким залюпам лазим, как всегда. Это Half-Life, ебать. О, прикольно. Здорово. Блять! Ваши другие просто знаете об этом? Вот это реально у Гордона реально мощная реакция, если он умудряется попадать по всей этой хуйне. Во время того, как она в него влетит, еще и ломиком маленьким. Да у него реакция неплохая. Я понял, что он здесь.
Надо заполнить, как всегда, резервуар с водой, который заполняется через жопу. По воде, которая вытечет из канализации, надо перебраться в другую трубу. Знакомо. В оригинале Half-Life заряженный костюм не только поглощал 66 всего урона от атак противника, мешал ущерб от любой травмы. Fallout 2 урон от травмы одинаковый в костюме, для компенсации поглощает 80, а не 66. Ну, круто, чё. Так, дальше идем. Кстати, народ, мы сейчас через 10 минут пока приостановимся, да? И пойдем, короче, E3 смотреть. Вот, такие дела. Либо можно подрубить E3 на втором монике и типа в кайф так, знаешь, чекать. Головоломки опять какие-то. А, во, все, я понял. Да, блядь. Да, ну что ж такое? Мне такое ощущение, что он перелетает. Ну-ка, давай еще раз. Во. Все. Так, тут должны быть типа вентиля, да, как всегда. Всякие вентили разнообразные. Я все жду, не дождусь, пока вот эти вот рыбки зубастые появятся в этом Half-Life. Я всего один раз видел в этих, когда ты пехался. А, вон вентиль. Угу. Так, понял. Кстати, этих рыб нету в Half-Life, только в начале. Вот когда мы уже видели, да? Ну тогда ладно. Зубастики мои любимые. Оп. Давай. Оп. Не сильно спой. Да, похуй. Ладно. Это ничего страшного. Только по сюжету не надо там говорить, что вот этого убьют и так далее. Не надо. Такого не надо. Загадка номер 3. Сейчас все будет. А, это высасывает. Они оба типа всасывают, да, я понял. Ай, Гордон, не задыхайся, не надо. А что тут думать-то? Вот так делаем и все. Загадка тоже мне, блядь.
Так. Ну давай. На, блядь! Мне нужны патроны твои. Твои тоже, кстати. Виктор, сотрудник убит. Оставшимся силам задержать. Угу. Хотя они еще и не пробивают с первого раза. На. На. Угу. Опять стрельные вертолетики полетели. Только мы их не увидели. Чё? А, ой, фу, ай, ой, фу. Внимание, опасный уровень радиации. Я понял, туда лучше не наступать. Я думаю, что-то цвет странный, да? Давайте просто пробежимся по-быстрому и все. Чувак, я помогу! Эй, ты Фриман, верно? Он самый. Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Нахуя Тебе прям? нужно спешить. А вам что, при новом правительстве не очень, да, живется? Сменить хотите? Революционеры херово. Ну давай. Воздух! Нас обстреливают! Ох, это крабики. Они чё, прям так десантируются, схуяли? Это как? Давай. -1, -2. Третий где? А это вот сейчас что было, Эпик? Вот сейчас расскажи, пожалуйста, мне прям интересно стало. Это типа Альянс сбрасывает на мирных жителей вот этих хэдкрабов, что ли, или что? Да. Ном-ном. Ном-ном-ном. Да. Это типа на... Давайте. По очереди, по очереди. Не сдох, что ли? Третий должен быть. Третий где? А зачем они их типа сбрасывают? Чтоб типа... Это... Зачем они их сбрасывают на мирных жителей? Которые так тут как заключенные, блядь. Ну нихуя не мощные. Тебе помочь? Я не благодарю. Так, окей.
Альянс изучил хэдкрабов и начали использовать в военных целях против А, это типа они знают, что тут сопротивление находится. Все, я понял. Пойдем, станешь хавкой. Он его не берет. А, это... Ай. По очереди, товарищи, по очереди. Красавцы. Внимание, опасный уровень радиации. Да я вижу, блядь. На, пожуй. Блядь, ты, сука, мой подарок не принял, тварь. Я с ним по доброте душевной, а он так со мной. Я сейчас прыгать начну. О! Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Нет, то, что это, блядь, ракеты, которые их перемещают, я уже понял. Но типа, Альянс использует их для сопротивления. Я вот что понял. Что, типа, подавляют чуваков. Я понял, окей. Биологическое оружие. Увидите старый красный амбар. А заткнись, дай покататься. Забирайтесь и заводите его. Вам бы лучше поспешить. Давай. Прям по атомным отходам, нормально. Вот сюда? Нет, по-моему, не сюда. Альянс воюет только сопротивлением. Ну, я понял. А, у него тут почему-то инвертированное управление, хуй знает почему. А, хотя нет. Не, по идее нам надо просто вот эти ворота открыть и все. А для этого, наверное, надо слезть, наверное, да? Правильно. Давай. Прыгай. Уи! Обидно, да? А чё тут думает-то все просто? Блять, вот только в управлении эта хуя не просто. Что это плохо? Водная награда. Как по мне, водная награда. Мы сейчас поедем по болоту, по говну, по всему этому, да? А, да. Бля, пока. Чё, кресты?
Давай! Эй, за дело! Ща, подождите, на меня хуйня напала. О. Спасибо! Так, новая головоломка, говоришь? Ну я, допустим, ее... А, нам надо прилететь в этот забор каменный. Для этого нам нужна вот эта штука. Вот эта штука. Чтобы она поднялась, да? Да и все было по кайфу. Да я помню эту хуйню, да. Я ж сразу обратил внимание на то, что там под водой так хуйня находится. Я тебя понял. Окей. Теперь по залюпам лазим. А, тут их две целых. Отлично. Пиздуйте, пиздуйте, пиздуйте. Давайте, давайте. Пиздуй, пиздуй. Пиздуй, пиздуй, пиздуй. Уи. Да, та миссия, в которой я, блядь, 1,5 часа бегал вокруг да около, меня научила, что в этом в халве надо вот так вот примерно все делать, если речь идет о воде и таких предметах, которые плавать умеют. Так, теперь мы разгоняемся и пиздуем нахуй этого Сити-17. Прощай, Сити-17, я рот твой ебал. Уи. Транспортная система развита, конечно. А, мы еще не стребались. Мы все еще так долго. Да пошли да нахуй. А, стоп, мне нужны патроны. Нет, вы что, думаете, я вас боюсь? Да нихуя, блядь, а ну сюда. Ух, нихуя. Лежать всем, блядь, ёб. Гражданство опознано. Они думают, что я их боюсь, но они ошибаются. Они просто забыли, какой я крутой. Да, красиво около стеночки прям для расстрела встали. Красавцы. Прям как будто жаждет, нахуй. А, да, надо разогнаться. Прощай, Сити-17 номер 2. Уи! Когда мы уже съебемся отсюда, блядь, заебало тут гонять. Хотя, знаешь, вот эти вот трущобы с атомными отходами, это прикольно. Особо патрона. Я видел, я уже понял. В этом в Блэкмете была такая штука. Стоит, блядь. Но неужели сейчас свалим из этого города? Или мы тут пол игры будем круги нам находить? Чё ты по воде стреляешь, долбоёб?
Вот и убежал, блядь, косорылый мой. Сотрудник убит. Зона 2. Всем ответить код 3. Код 3, пацаны. Пизда. Так, пойдем сюда. О! Вот это великое вэловское стекло, блядь, обожаю его. Обидно, да? Эй! Быстрый. 3. Сотрудник убит. Зона 7. Всем силам. Блядь, пистолет лучше дамажа, чем этот привет. Готовность. Обстрел команды ГО. Отрядом почти. Сотрудник убит. Зона 8. Всем ответить код 3. Да, сейчас, короче, доедем на этой хуйне, ну, типа, лодку довезем. Все сломано. Будем заканчивать. Так, стой, подожди. Нам сюда? Так, оно не робит. О! Так, нам дают много гранат. Это явно не просто так, да? Дают много всякой... Да я понял, что их сломать надо, что они заклинили. А как мы сейчас сломать будем, это вопрос другой. Я вижу кран. А, и балки, и ворота, и кран, и балки, и ворота. Сложи 2 плюс 2. Так, что называется. Окей, нам надо... Сейчас все будет. Непик, только не подсказывай, сейчас все будет. Так, нам надо как-то на ту сторону, да, перебраться. А на ту сторону как перебраться? А на ту сторону перебраться надо как-то...
Точно не здесь. Сейчас, кстати, E3 начинает показывать. Можем подрубить на второй монитор. Можем подрубить на второй монитор сейчас E3-шку. Там сейчас всякие анонсики идут. Так, E3. О. With computer tech, using a GPU powered by NVIDIA and Degree you've never thought you would before, you're gonna get the Xbox. the Xbox launched on November 15th for $299. It was the first video game console to stand shoulder to shoulder with computer tech, using a GPU powered by NVIDIA and an internal PC hard drive, which was a first for a console and added to its iconic tank-like girth. Speaking of girth, it launched with this Colossus controller, now nicknamed the Duke. It was nearly 3 times the size of PS2's DualShock 2, just for context. The Xbox included direct online access and could play DVDs. Well, sort of. It only worked as long as you had the DVD movie playback kit, which was an extra $20. The Xbox sold 1 million units in 3 weeks, a huge success for a first-time console. Some notable games it launched with was Oddworld Munch's Odyssey, Dead or Alive 3, Project Gotham, and, of course, the game that helped establish an iconic, long-running franchise for the Xbox, Halo Combat Evolved. Halo Combat Evolved was a massive, critical success, changing the perception of first-person shooters on consoles, setting a new precedent for the genre, and introducing it to an entirely Так, new... давай E3-шка должна быть. А, ну да, по идее, все правильно. Но на Твиче не надо, Твич лаганный пиздец. Is my land. Here you now stand. Summer Gaming станет через час. Xbox и Bethesda Game. Legends, our story. Давай так оставим. Все те же лица в чате. Да, да. Здорово. Это, наверное, не то, что я не развиваюсь. Да. Facial identification. Profile reconstruction complete. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of her family. That's a bad one. She was raised on the streets. She learned to look out for herself. All stations secure for transit. Эй. Не, бесполезно. А, это решетки, я их не увидел. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise,
Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. Куда идти-то? Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one who charged our man? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns. Nothing serious. The others weren't so lucky. Oh, man. Погоди. У меня, конечно, есть опять же идея. В теории, конечно, она правильная, а так вообще, мне кажется, не очень. The world is filled with stories of legendary heroes and treacherous villains. Подожди, а тут везде есть кое-что? Fantastical creatures and wondrous places where nature and magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Еще одну. Наебать эту физику и сделать чуть вот так вот. Давай, давай, ты могешь. Давай, Гордон, ты же умный, блядь. Эй, я не пускаю дальше. Да, блядь, это нечестно. Я же правильно делаю, в смысле, как бы логически я делаю правильно. Тут можно перелететь еще логически подумать. Блять, игра ограничивает мое мышление. Я думаю гораздо шире, чем думает игра, блять. Ну или наоборот гораздо проще, типа. Но, блять, ну если я вижу, что так можно в теории, значит так можно в теории, типа. Вот. Ну, я так понял, нам не так, да, надо сделать?
Потому что меня, типа, игра дальше второй коробки не пускает наверх. Да, тут потолок. Куда ты едешь, блядь? Пусть колбас колбасит, стрела колбасер по пояс голый. Так, ладно. Ладно, удачи, я пошел. Давай же, спасибо, что зашел. Пока. Ладно, Эпик, куда идти? Давай, скажи. Я сдаюсь. Starfield. "2021 is perhaps the most important year in Bethesda Softworks' 35-year history. This is the first year in the publisher's existence that has not been independent. It's now owned by Microsoft. It's a move that has meant a year of more questions than answers for fans of Bethesda games, especially in regards to platform exclusivity. Just in case you missed the news, this year Microsoft purchased Bethesda's holding company, ZeniMax Media, for an eye-watering Эпик, ладно, я сдаюсь, подскажешь, куда идти? That's the sort of money that can buy dreams, and considering many are desperately dreaming of the Elder Scrolls 6, Microsoft has certainly made a savvy investment. Alongside Elder Scrolls and Fallout developer Bethesda Game Studios, Microsoft's deal also includes ZeniMax Online Studios, Machine Games, Arcane, Tango Gameworks, Alpha Dog, and Roundhouse Studios. That's 8 studios to add to Xbox's already extensive lineup. It's vital to note that Bethesda has not been folded into the Xbox Game Studios and instead Мощи горящие, где были те балки. Ну, но они же за забором. Ну, окей. Set to continue working as it always has, but with Xbox and PC positioned as the best place for its games. Quite how that will pan out remains to be seen, but already we've seen a sizable chunk of the publisher's portfolio added to the Xbox Game Pass library, along with the promise of Bethesda Xbox exclusives to come. Despite all this, the last 12 months have had somewhat of a PlayStation focus. А, их просто подорвать надо, что ли? Чтобы... Блять, вы чё? Я думал, надо забраться на ту сторону, поэтому мосту до крана как-то добраться и... Ёб твою мать, ну ладно. Господи, чё, все настолько просто, что ли? Сука, уроды. Я думал, надо на ту сторону, вот по этому мостику, который сделан, там забраться, как-то через здание пройти к крану
и осторожно эту хуйню разбить, а тут надо, блядь, его просто было пострелять. Бля, что ж настолько просто? Да, тварь. Been on live service games. After a year of struggling to make amends for its disastrous launch, Bethesda Game Studios added NPCs to Fallout 76 in 2020's Wastelander update. This was a radical change to a multiplayer Fallout RPG rather than an abandoned apocalypse. In the following years, Bethesda has issued 4 chunky updates to Fallout 76. Among them is Steel Dawn, which finally ushered in the return of the fan-favorite faction, the Brotherhood of Steel. Полтора часа бегал, он просто стрельнул, блядь. The Elder Scrolls Online has also given us a year of great content. 2020's expansion pack Greymore added the beloved region of Skyrim to the. Я там уже, блядь, теории стал строить, что там надо как-то на другую сторону, а там все настолько просто. And the Black Marsh. And with that, the Elder Scrolls Online has now visited all the settings of the mainline RPG series. That means Bethesda should probably get a move on with the Elder Scrolls 6, so that the Elder Scrolls Online has another region that it can conquer. Outside of the company's flagship universes, Bethesda's the most notable launch has been Doom Eternal 2 DLC. While this campaign added some new ideas to id Software's celebrated shooter, it's not the same as so. Что ты встал, блядь? Я съебываю City 17, не мешайте мне. Голова тебя логике научит. Так у меня же была логика в моих действиях, и я вон даже решил. Давай! Ай, я думал, тут нету завала. А! Да. А, блядь. Да. В моих действиях была логика, ничего не знаю. Эпик, все, не надо дальше спойлерить, я дальше буду сам. Все, мы съебались с City 17, поздравляю. The team in Austin has been quiet since the release of Prey back in 2017. Regardless of the announcements, though, it will be the details that speak loudest on what kind of Xbox-focused future Bethesda has. Will all the new games be day one on Game Pass, like Xbox's other first-party studios? Она не стреляет, да? Если прицел есть, она не стреляет. Не дают уехать. Опять ходи, блядь, спасай эту ебучую лодку. Чего у них такой фетиш по воде стрелять, блядь? Ты не по воде стреляй, ты по головам стреляй, тебя всему вас учить надо, додики. Вот так, вот так, вот так стреляй, вот так. Вот это правильная стрельба называется. Series X and PC. Then there's Ghosts and Goblins Resurrection, which is on PS4 and Xbox One and PC, following its release from earlier this year. The cooperative espionage puzzle adventure Operation Tango hits PC, both PlayStations, and all 3.5 Xboxes. Не, нам по-любому надо туда, просто не здесь, а где-нибудь вот тут, наверное. Ну да, так и есть. This is a development published indie which is officially described as a first-person, open-world, vandalism-centric stroll. О, Лёва. Ах ты, мразь.
Xbox One, Xbox, and PC. If that sounds like too much cardio and bicycle and spandex, you can swap that bike in the unitard for a desk chair and some nice spreadsheets in Pro Cycling Manager 2021. It's a lot of work keeping these bicycle men in. I'm sorry, I don't know what a Pro Cycling Manager does. Алло, клево, можно смотреть? Somebody's got to manage these bicycle guys. Pedaling every which way, drinking all sorts of Superhero Girls Teen Power on Switch probably doesn't let you shoot anybody anywhere. That seems like a nice time to rest. Ау! О, сломайте боепривод эти штуки, плюс. Они так прикольно отлетают. Я Гордон Фриман. Опа. Лут. Блять, что это за долбоёб нахуй это сделал? Final Fantasy VII Remake integrated into the PS5 on June 10th to hold you over until they finish remaking the rest of that game. I want to ride chocobos and go snowboarding already. That day also sees the release of Ninja Gaiden Master Collection on PC, PS4, Xbox One, and Switch, or maybe that doesn't see release because ninjas are sneaky and they operate under the cover of night. But either way, that game is coming out. If you missed out on Hyperdimension Neptunia way back on PS3 and then missed out when they remade it on PS Vita and then remade it again on PS4, well, great news because they finally remade it for PlayStation 5 and now it's called Neptunia Reverse and it's out that day as well. On June 11th, PS5 gave Ratchet and Clank Rift Apart, which must be enunciated lest you sound like you said ripped apart by accident. That will hopefully give us a better idea of what the pull up, but at the very least it has a gun that turns Автомат. which is hilarious. PS5 and PS4 and PC also get Guilty Gear Strive that day as И well. дальше что? So you can make gorgeous Все, тупик. people wearing way too many belts whip each other's asses fast. Шли, нахуй пришли. Meanwhile, Nintendo Switch gets Game Builder Garage, which teaches the basics of game design and lets players share their creations on the internet in no time at all. Also on Switch, as well as PS4, is Сейчас будет. Darius Burst EX Plus, another if you don't think any of these other games have enough laser bullets or flashing lights or giant... Подожди, может там какие-нибудь это типа РПГшки? Может там в том здании что-то типа РПГшки есть, чтобы можно птичку снять? On the 24th, Alex Kidd pays a visit to Miracle World DX on PS4, 5, Xbox One, Switch, and PC, and PS1 RPG Classic Legend of Mana gets a Я тебя захуярю, блядь. Тут ничего нет? А, нет, просто проход такой, я понял. Заебал. Оставшимся силам тоже, блядь, убиваться нахуй всем. Бежать нахуй. Что за тварь, а? Как эту мразь сбить? Anyway, there's also curved space, which takes classic arcade action and makes it space. That's on PS4, PS5,
А, обосрался, блядь. Video, which will make a month from now. As always, thank you all for watching. I very much appreciate it. I'm a little bit mad because enough of you watched these videos that it was a success. Now that Опять ты, сука. Гони на всех парах, чтоб не догнать. Set the bar for what players expected from RPGs during the 360 era. It was entirely Когда можно за все эти 17 свалим, да? Он бесконечный, что ли? Ебать мы шумиху навели в городе, равно. Суеты навели чисто, да? Чего? Давай. Блядь. Время, Гордон, давай, не тупи, время. Наши чуваки из сопротивления ждут, давай быстрее. At the new female Shepard model as she exits the elevator. The character models looked a lot better in Mass Effect 3 and Трамплять! Трамплять! Уи! Сука, мразь. Да, блядь, ты заебал быть таким метким. Куда? За дорогу. Там лут, пацаны. Я к вам. По кайфу, по кайфу. Чего? Блядь, иди нахуй, а! Не до тебя сейчас. Так, тут есть немножко лута. Нам такое надо. You'll also notice additional lighting in the room, objects that have been even on the Mako, there's texture and dirt on the tires, and it looks a lot more rugged and used. Looking at the provided Mako footage is really interesting to me because this is one of the key areas
иди нахуй. Эй! Бочком! Ай! Ау! Тут лут есть? Да 100% есть. Естественно, есть. По кайфу. Не понял, что это было. Так, все, погнали. Газу, 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 газу! Гордон, пиздуем! Мать меня, чё они там устроили, блядь? Сейчас что-нибудь загородит этот путь, 100%. Сейчас что-нибудь сюда попадет, что-нибудь произойдет, да? Ну, почти. То есть эпик реально. Красиво, эпично, по-голливудски. You can choose to instantly be at your destination, while in the original, you would be waiting for a significant. О, класс. Так, теперь надо... Что за говно? Ты куда, блядь? Сука, работай! Все заржавело. Character creator, which allows you to create a character before you begin playing any of the games in the trilogy, is also drastically updated. The original benefits the most from this. And I've gone back to the 2007 character models to the new models, but the options just aren't comparable. There are more hairstyles, more makeup. Блять, проще, честно говоря, тут такая трухлявая загряжение, взорвать проще, блять, мне кажется, чем что-то делать тут. Looking at Mass Effect 2, we didn't see nearly as much, but there's a lot more detail in what we did see than I expected. The outfits suits and all the outfits in Mass Effect 3 are now available in Mass Effect 2. While I don't have any fish in this game, my Mass Effect 2 save, you should really be looking at it in the new game, as there are improved reflections on the tank itself. So what we're doing there is instead of doing screen space reflection, we're doing what's called a render to texture. So you're basically ну чё я туплю-то? In that space. So you have to be very careful. You can imagine a scenario where if you use it among in Layer of Shadow Broker, the lighting has changed, as you can see in the distance, but most changes in this expansion are subtle. The 4K assets are very. Я правда хуй знает, как мы потом туда попадем, но разберемся. In addition, there are a few moments where the new lighting reflection surfaces, like at the end of this footage when the array is retracted. Here's Bioware producer Brennan Holmes with a few thoughts. Mostly it's just graphical improvements here, right? So like on the gameplay side, it's mostly just been bug fixes for Mass 2. We're pretty happy with kind of where Mass 2 is at, but you can see sort of improved visual effects here, lighting's a lot better. I think I could probably talk about the DLC stuff as well in here. It's now embedded in various stores, or you can get DLC's always TT-17, прощай, номер 3! Нам явно ничего. А ёп, да вы... Да, блядь, да, открой уже. Он самый. А это что за говно?
think it's in the sort of global improvements where you're going to feel it with E3. The interesting thing there is we knew that Mass Effect Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. we also want to leave everything. Только мне, блядь, путь дайте. Through there, and the more we sort of dug into 3, we felt like we are. За рычаг дерни, блядь. Pretty damn good, and making it worse, or just making a lateral move where it's different, but is it actually better? And a lot of times we just said, yeah, no, it's fine. You know, gameplay, everything is good the way it is. Вот, взгляните There were сюда. bugs, and we Это couldn't дамба. fix all Она of them, прямо but по курсу. we fixed На старый ГЭС прячется and Элай. we would Рукой find them подать all от дамбы. throughout all 3 games sort of thing. So I think that's another thing. And Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонт что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Куда еще мощнее, ну ладно. Alternate appearances, stuff like that. And when you get all of that content together, and there is less of that sort of what I would call friction in Mass Effect 1. А, у меня оружие прихуярил. Я же говорю, тут не зря прицел. It does feel like the whole experience. It together feels very obviously modernized. Давайте, я не буду скучать. Задайте им жару, док. А! Legendary edition is first Mass Effect. Давай, блядь, 1 на 1, хоть по чесноку, блядь, как мужик, давай. А то ты все, блядь, в крысу нахуй. A special thank you to everyone for providing the commentary today and for making this amazing story. It is honestly always been special, and I'm so happy to see you care. Звук приятный, по-любому. Думаю, что-то рвется. Ой, пары ядовитые, ой, пиздец. Ну что еще? О, 6-й Far Cry. I was impressed with the fresh systems the team's made in this game. The series with Far Cry's pedigree По кайфу, блядь. tweaking the game's outpost system to introducing the possibility of stealth through wild weapons. Above all else, the game seems to put more options for accurate Far Cry 6, you'll team up with a band of revolutionaries calling themselves the Castillo and Это было больно. Players learn the art of resolver, a guerrilla concept of using every resource at your disposal. The developers weren't afraid to run with that idea, to the point of sometimes taking things a little over the top. By scrapping together various items, you'll unlock weapons like or a gun rigged out of an old portable CD player to access the Macarena Let's talk scramble. Customizable but the game will naturally feature a number of different scrambles, with some stealthy. And stealth hasn't been needed in Far Cry 6, but there's a holstering system this time around, and in-game checkpoints the player can talk, drive, or shoot their way through. It's now a legitimate option to blend in with that they love, until you don't. Once the S hits the F, you'll be able to make your getaway in a slew of different ways. You can take a guerrilla path, one of the top secret corridors through the dense jungle, hop into one of your customizable rides, or mount your horse and disappear in the woods. Speaking of horses, Far Cry 6 is a page out of Red Dead 2's book, adding feedback to the basics of the manga develop, giving players more to Animal companions are also back, with at least 2 spotted in creepy footage. There's Wabbo, an alligator with a taste for man flesh. Я не знаю, что это было, главное, перелетело. And
adorable little dog we used to distract enemies during stealth runs. We were also promised that FNP bases, in this case called outposts, have been very fresh. На что они, блядь, рассчитывают? Killing some dudes and changing the color of that map. That said, we didn't get to see the base taking in action, so how much these tweaks really alter remains to be seen. But it's clear that the Far Cry 6 team have taken some risks with the formula while maintaining the core gameplay elements that were fun with the Yard's unique mashup of Far Cry standard jungle environments and О, танк. На, блядь, уёбок. We'll see borderline zany combat clashes with what seems to be a very serious tone of the story, but ultimately, I'm excited to see such a well-done maneuvers, and I definitely left the preview session more excited for Far Cry 6. David Gravel also led the Far Cry Primal team, so he's no stranger to unique entries in the series. Looks like he's bringing the same sort of originality to this game, beefed up with the systems introduced in 5 and plenty of new ones to boot. Hopefully, it all comes together and makes for a wild, dictator ride. For more on the world of Yard, the complete written version of this preview and everything Far Cry 6, hit up IGN. Мини-головолом. Давайте пострелять, мне так нельзя. survival first-person shooters. And while Valve continued the legacy with Left 4 Dead 2, the original developers of Left 4 Dead, now reformed as Turtle Rock Studios, did not return to the genre that they helped pioneer. That changes with Back 4 Blood. And if my early impressions are anything to go off, it's good to have Turtle Rock. So much of Back 4 Blood is directly inspired by Left 4 Dead that I think it's actually important to lead off with the areas in which it tries to be different. Nowhere is that more apparent than in spectators. In Back 4 Blood, you actually build mega cards that you can use. These cards are broken into four categories: reflex, discipline, bond, and focus. Discipline cards are all about efficiency, so they offer buffs that give them accuracy, ammo, and so on. Bronze cards buff your health, damage, resistances, and finally fortune cards focus on cards that give you a percent chance of something happening, along with other general utility-focused boosts, like the ability to have unlimited ammo on your secondary weapon, or being able to shoot while sprinting. You select 15 of these cards to build your deck, and at the beginning of every level, you'll draw 3 and pick 1 card 4 times. And those 4 cards that you choose will be your starting set of active buffs and boons that you'll take with you into the first part of the level. Every time you hit a safe room and move on to the next act, you'll be able to add another active card into the mix. On the flip side of that, though, are the corruption cards, played by the game's AI directly. Each level begins with a selection of corruption cards that inform the players of what enemies and obstacles they can expect to face. Just like how you're able to add new active cards at the beginning of every new act, there are also new corruption cards that are added that will throw a new curveball at you. Whether it be fog that makes it hard to see faraway threats, more zombie hordes, a giant ogre that you have to fight right at the start of the act, and so on. The limited nature of the alpha prevented me from really seeing the depth of the deck system, since there's only really one level and a relatively small corruption cards that can change up how the level is played, but the idea seems really promising, especially when to see what corruption cards are coming up, and then being able to plan out with your team what cards you want to play. Another layer of teamwork and coordination, since you have to ensure that you're not doubling up on
Блин, хоть тебя разворачивают. Before moving on. This resource out the bars themselves. Since you no longer find any sort of identity that's accepted, it's up to you to purchase the but you want to save that copy, or use the as you'd expect of a co-op zombie survival shooter developed by the team that essentially brought the genre into existence. Неужели мы валим из себе 17? Неужели это уже не город? Неужели мы уже не в городе? Да ладно. А, нет, ебануться, блядь! Ты что, еще не сдаешься, блядь? Doors that were once completely safe to open might now have an alarm that triggers the horde if you carelessly open them. There's just a ton of stuff happening under the hood to ensure that these levels are as replayable as they can be. Overall, my first experience with Back 4 Blood felt like just the right balance between old and familiar and new and fresh. Turtle Rock obviously knows this genre inside out, and the ways in which they're emphasizing player choice through deck customization and vendors at the end of every act feels like a smart shift in direction that still stays true to its roots. Thanks for watching, and for more Back 4 Blood, keep it here on IGN. Так, ща, погоди, у меня... Привет, Джокс. Сейчас у меня, видимо... From Disney heroes like Чат Iron Man, Твича Mickey отлетел Mouse, опять. to spiky-haired soldiers with buster swords and Напиши сейчас что-нибудь, пожалуйста. long-limbed creepy hat creatures. Few publishers have as varied a portfolio to show off as Square Enix. Square had quite the wild 12 months, with long-awaited and long-delayed games finally seeing the light. Let's take a look back, and content warning, I hope you aren't already sick of the Там words Джокс Final пришел. Fantasy because Не, you не, may там be Джокс after we've пришел. finished here. Джокс, привет. First though, I'm going to cheat. Let's talk about Final Fantasy VII Remake, which technically did come out over 12 months ago now, but it just doesn't feel right to talk about Square's year without it. Not only was the long-awaited RPG a critical success, but it went a long way towards ensuring Square was a profitable company in 2020. In fact, it did so well that the company's releasing it again this month as Final Fantasy VII. Ну да, вроде Epic отображается. Complete with PS5 improvements and new story content centered around everyone's favorite materia thief, Yuffie. But what about the next full part of that remake? With no word on when to expect it, maybe a reveal is an outside bet for what we could see at this E3 showcase. There's plenty more Final Fantasy VII to tide us over until then though, with both the First Soldier and Ever Crisis recently revealed. The former, a mobile battle royale game, and the latter another, yes really, remake of Final Fantasy VII, this time reverting back to its traditional turn-based combat. Is that enough Final Fantasy for you? Well, Square certainly doesn't think Почему so. не работает чатик? The past 12 months has seen the continued resurgence of Final Fantasy XIV Online, with more players joining the MMO than ever, an upgraded version released, plus the announcement of the Endwalker expansion coming later in 2021 that will take players to the moon. Insert, that wizard came from the moon joke here. Yes, we are almost halfway through this thing, but there's still more Final Fantasy to talk about. I did warn you.
Revealed at September's PlayStation 5 event, Final Fantasy XVI looks to be bringing the series back to its more medieval fantasy roots. With little known apart from some backstory about the game's fictional setting of Valisthea, there's plenty more we'd love to find out, and this year's E3 looks like the perfect place to do that. And now for something completely different. Last summer saw the long-awaited arrival of Marvel's Avengers, which really did turn out to be a game of two halves. Crystal Dynamics' interpretations of beloved superheroes and the single-player campaign that introduced us to them was a fun, action-packed 6 to 8 hours. Sadly, its post-game, gear-chasing online component didn't really live up to billing. It's been a rocky few months since launch for Avengers, with a dwindling player base and lack of content, two major issues for any live service game. There is a potential saviour on the horizon though, in the form of Black Panther. The War for Wakanda expansion is set to drop later this year, which needs to give players enough reason to flood back in order to steady the ship. Square does at least have form here. It more than made up for a troubled start to Final Fantasy XIV's life. Let's hope the same attitude. It's not all we do blue. People can flies to Outriders in spot many thanks to its power-trip model and addictive gear loop. People can flies previously teased big expansions that will add to Outriders' story, so that's something to keep an eye out for this E3. Near Replicant version 1.2247448713.... showed off more unique delights from the mind of Yoko Taro with this upgraded version of the Nier Automata prequel. Bravely Default 2 gave us a beautiful RPG to play on the Nintendo Switch, and rhythm action spin-off Kingdom Hearts Melody of Memory with all the nostalgia vibes of Kingdom 2. And then there was Balan Wonderworld. So what can we expect from Square Enix soon? We know that Life is Strange from the Colors is due to come in September. Well, recently are revealed that this will be spent on the series being soon. Neo, The World Ends With You, the long-awaited sequel to the 2007 action RPG The World Ends With You is arriving as soon as July. Plus Babylon's Fall, the painterly looking epic since this time next year. Surely it must be time to see more. Then there are the games currently scheduled for 2022. Project Athia was recently retitled as Forspoken, another game we know very little about apart from a post-apocalyptic setting and an abundance of dragons. Then there's Project Triangle Strategy, the spiritual successor to Octopath Traveler that hasn't even been given a proper title yet, but has received a full playable proof of concept demo. These are both games we'd love to know more about, but wouldn't be surprised if we don't hear anything for a while yet. So that's everything we know is going on in the world of series. But what about the reveals we can only guess at right now? It's always fun to speculate, right? So let's have a go at it. It's been a couple of years now since we've heard what Lara Croft is up to. Has the time come for Tomb Raider to make a comeback at this E3? Yoko Taro has confirmed he's begun work on a new game that he, quote, has no idea how to explore or sell. Might be a bit of a long shot to see it right now, but you never do know with him. There's also Deus Ex and Thief, franchises with passionate fan bases who would surely love to see more. The truth is, there's no way of knowing until Square shares all of the world this summer, although surely they don't have yet another Final Fantasy game to announce just yet. Surely. One thing is for certain, very few publishers are able to match the variety that Square Enix offers on a yearly basis, and you can more or less guarantee that that will continue. PS5 and Xbox Series X have only been available for 6 months, but already the newest generation of consoles has been a busy one. From big exclusives to console updates and problems to much more, PlayStation and Xbox's newest consoles are off to a fascinating start. How have they stacked up so far, and has much changed since launch day? Well, IGN's Jonathan Robush and Ryan McCaffrey are here to answer just that, starting things off with a look at next-gen exclusives that have launched in the last few months. So I'd say it's been pretty quiet across
across the board for next-gen games since both of these consoles launched last November, but at least on Sony's side, I think like with launch day, they've been doing a little better than Xbox on the exclusive games front. We've gotten Destruction All-Stars, which launched in February, and while it definitely had a bit of a light launch, they've been adding to it and improving it and definitely supporting it since that launch day. And then, of course, in April, we got Returnal from Housemarque, and though there have been a lot of talk about that Housemarque is like a pretty really takes advantage of what the PS5 is doing and things like the DualSense and 3D audio. It's a really nice mix of showing off what a next-gen game can be. Sadly, still, big system-selling games remain the Achilles heel for Microsoft. We're 6 months in, and there is exactly one game that is completely exclusive to the next-gen Xbox, meaning not available on PlayStation, not available on Xbox One. That game's The Medium. And, hey, it's a good game, but it's not exactly, pumping as much next-gen iron in the gym as, say, Returnal is or Demon's Souls. But still, first-party reinforcements are coming for Microsoft, and the good news is, once they finally do arrive, it's probably never gonna stop again. I mean, they bought Bethesda after all. It's a lot of reinforcements. They are gonna kick it off. They got this year. So Microsoft Flight Simulator, which looks like it's gonna be a next-gen only release on console. And then of course Halo Infinite in the fall. On the Bethesda side, we're still not quite sure what's gonna happen with Starfield. Is it gonna be exclusive? Is there some sort of deal there with Sony like there was with Deathloop and Ghostwire Tokyo? But if indeed Starfield is exclusive, that is going to be the ace of Microsoft's sleeve. You've got a new Todd Howard game that could be exclusive to Xbox. But Jonathan, one area where Microsoft obviously wins by a one-punch TKO, Mike Tyson's Punch-Out style, is game subscription services. Xbox Game Pass is so good, my friend, that it has actually stolen one of your exclusives. MLB The Show is on Game Pass on Xbox, and it used to be, of course, a complete and total Sony exclusive. So that's awesome. Other cool stuff recently, you've got the previously Switch exclusive Octopath Traveler, Destiny 2, more. It just keeps coming. All that stuff has helped keep us entertained while we're still waiting on the big exclusives on the Microsoft side. And even better, xCloud is now rolling out to iOS devices, to Apple stuff, so that pretty soon, anybody with a smartphone, which is basically everyone, that has a Game Pass Ultimate subscription is going to be able to play their games not only on their console, but from anywhere through their phone and that's just a possible didn't suck now, but I can't really complain. It is definitely a strange time to say PlayStation subscription services on both. It is a very strange place to be, and it's of course you're completely right. You can't compare what PlayStation's offering to Game Pass. Just nothing stacks up. At least in the vacuum thinking of what PlayStation players have been dealing with, things have been largely the same getting to the PS5 generation, but at the very least I'd say PlayStation Plus's games lineup each month has been a lot better. Definitely when they pared down the lineup of games on PS Plus from 6 down to 2, they didn't really find a way to up the value there or, keep the value the same, and for a while PS Plus kind of felt like a waste with those games. But thankfully, since the launch of the PS5, we've gotten almost a brand new PlayStation 5 game every month on PS Plus as part of that lineup. Stuff like Destruction All-Stars, Bug Snacks, Oddworld Soulstorm, and Maquette. Obviously, again, it does not compare to the game after game that is coming to Game Pass, but at least taken for what PS Plus was, it's nice to see them adding a little bit of value. Of course, probably the closest thing to Game Pass that PlayStation actually does offer is PlayStation Now, but they really haven't brought that service into the generation of the PS5. You can play it on PS5, but they don't allow PlayStation 5 games yet to be part of the service, and this really came to a head when they added Borderlands 3 and Marvel's Avengers to PlayStation Now, but only the PS4 versions. It's strange, especially to be in a place where there is a subscription service that does have a library of games and does span genres that PlayStation could really be bolstering, but it just doesn't match up to what Game Pass offers, and it's becoming painfully more. Джокс, сообщение удалено отправителем. Привет, Джокс. Ты таки добрался до моего YouTube канала?
Now, on the peripheral side, talking about things being a little bit the same as what we've gotten before, the PlayStation 5 launched with a decent amount of peripheral support, like a pretty good charging station that was kind of in the look and feel of the PS5's new, very ostentatious design. We got the Pulse 3D headset that takes a really great advantage of the built-in 3D audio of the PS5 and is really affordable, especially compared to some other high-end headphones, and you know, a few things like that, including the media remote, the one peripheral we've all been trying to actually get our hands on. And while we only had the single option for the DualSense controller at launch, luckily PlayStation has revealed that we are getting 2 new colors to add to the DualSense lineup. Those include Cosmic Red, which is a red and black colorway, as well as a Midnight Black colorway, which is entirely black and aligned a little bit more with past PlayStation controllers at launch. So those are 2 options that we know of right now, and Sony definitely loves to introduce new colors as generations go on, so I wouldn't be surprised if Всё, мы this is доехали. just Всё, started. nice. We haven't quite been able to get any sense of what's to come other than some Пятеро вы PlayStation не VR, увидите. new Да ладно. controllers that'll be on the horizon, but that is way down the line. At the very least, third-party headsets are compatible with the PlayStation 5, so if you're not a fan of the Pulse headset but do want to take advantage of 3D audio, there are some other options for you. Unfortunately, I think the biggest thing when it comes to PS5 and peripherals is an advantage the PlayStation is supposed to have over Xbox, but just hasn't happened yet. Всем привет, And кто на that is a стриме. more, У нас сегодня accessible E3. opportunity to get expandable storage. PlayStation has said the PS5 will be compatible with third-party Мы прошли drives такой that, большой as long as they жирный match the кусок, speeds of the internal SSD, players will be able to expand that internal storage. But we don't have Второго information Half-Life about с what катером. drives those will be, from what Известно. companies, when that will be Сейчас сидим, incorporated залипаем into на PlayStation E3. 5. We're just kind of left waiting, and that's Сейчас у really нас a будет big Bethesda problem и when Xbox, there are only представлять. 667 gigs of available data on the PS5 at Интересно, launch. что That's представят. maybe 2 Call of Duties these days. It really doesn't stack up to being much in the long run. And so that's already a problem. Почему-то у Джокса не отображается чат на Твиче. Кто-нибудь знает почему? Files basically on their hard drive. So hopefully that gets resolved soon, and I do think that will be an Да, advantage that Сталкер, PS5 will блядь. have over Xbox. GTA But as of 6. right now, it really isn't. Yeah, for now, Microsoft's Наивные. got their 1 terabyte storage card. I've got one in there. In fact, I'm already onto it because these big games of this new generation take up a lot of space. So it's good to have, even if it's expensive. Now, since launch, though, Microsoft has added the new Xbox wireless headset, which is roughly an analog to the Pulse 3D headset for Sony. I really like it a lot. It's, I think, for $100, which is what it costs. Я не I вижу think you чат get a lot for your money. It твичевский на sounds good. стриме. I Я like его the minimalist отключил. design. Имеется в And what I виду, really like Джокс is that пишет it в can чат на pair Твиче, а with я your не вижу, что он smartphone at the пишет. same time, or any Bluetooth device, and so you can actually be chatting on Discord with your friends while also playing an Xbox game and getting the audio from your Xbox at the same time, which is pretty cool. Microsoft removed the optical port from the Xbox Series X, just like Sony did with the PS5, so we kind of needed this. It was a little bit of a bummer it wasn't there at launch, but now there is this good option, so that's really good. Plus, I want to give a special shout out to Microsoft for pumping out a whole bunch of cool new colors since launch for their controllers. I've got the Pulse Red one right here. It's nice to have something besides just the default black, so I appreciate them for that. Новый цвет контроллеров они прикольный But добавили. Jonathan, controller colors aren't the only things being updated. The consoles are too. Now on the Xbox side, the Series X actually hasn't really had any major Чего? updates because it hasn't needed them. Pretty much all the functionality that was needed was right there on day one. Мне which is кажется, что great, все-таки but Microsoft still adds немножко some good переборщили stuff. с Most notably, минимализмом, quick делая resume новый has Xbox, been честно. improved, and there's a new optional suspend mode that can help speed up your game downloads, which, as we talked about, these games are Не huge, знаю, so being able to Microsoft speed those слишком up с is минимализмом, always мне кажется, appreciated. переборщили, And когда probably новый the Xbox coolest сделали. one of Ну all типа, is ну камон, FPS просто коробка, the блядь. backwards compatibility team continuing to crush it at Microsoft. There are now almost 100, as we record this, almost 100 backward compatible games that are boosted up to either 60 frames per second if they were originally 30, and some games even go up to 120 frames per second, like Titanfall 2, which is one of the best games of the last 5-10 years, which rocks. We've also seen Microsoft drop the Xbox Live subscription requirement for over 50 free-to-play games, which I do admit, that's more of a course correction than a welcome new addition, but still great.
Yeah, it's always good to see advancement like that. That was definitely something. С другой стороны, он особо не выделяется. В отличие от PlayStation 5, а там переборщили с футуризмом, мне кажется. Сай-контрол уже бесплатен в Эпике. О, давай добавим. Пока у нас много-много пиздежа и никаких анонсов, давай пока добавим. Even years ago. So we're in a bit of a strange place, but we did thankfully get our first really big PS5 major software update in April, I believe it was, and with that came a few important and needed updates, such as allowing support for 120Hz displays, and finally the ability to store PS5 games on USB expanded storage, You can't still play it off of that, but at least you can actually put PS5 games somewhere other than the internal SSD. And there were a few other added social and interface features that really helped improve things that people have been having issues with since launch. But that said, even with that update, there are still a lot of things fans are asking for. I think, especially after Returnal, we're seeing a lot of ask for some sort of quick resume analogous feature to come to PlayStation. У нас через 37 минут. Ребят, может пока сделаем небольшой перерыв, типа я отойду что-нибудь покушать себе возьму. И встретимся лучше. Ну, типа я не буду стрим не останавливать, я просто типа сам отойду, похавать возьму. И через 37 минут встретимся. Или через минут 10 я могу отойти. Всем здрасте, похоже, презентация еще не началась. Через 36 минут. Через 37. And so it's been really great to see PlayStation addressing things already with an update like that one in April and some smaller performance updates, both for the system and the DualSense since the PlayStation 5 launched in November. But that said, this whole span since that launch hasn't exactly been the smoothest for the Презентация PS5. Now, будет... thankfully, there hasn't been anything that is as ubiquitous or widespread as the Red Ring of Death. Новенького через 36 минут. А пока они просто обсуждают, пиздят, аудиторию изводят, короче. Набиваю, скажем так. Эх, мне б такой онлайн на Твиче. Может, и дела бы лучше в жизни пошли. We've definitely seen some stick drift there that PlayStation is now facing a class action lawsuit because of, very similarly to Nintendo with the Nintendo Switch Joy-Con drift. That said, there have been a few other issues such as rest mode bugs, occasionally downloading the PS4 version of the game when you wanted the PS5 version, but thankfully, again, nothing has been catastrophic across the board, but it's been a sort of strange, what's that new issue I'm hearing about today? On the Xbox side here, Series X owners complaining here and there of controller drift again and random disconnects. But other than that, really, the console's been pretty much working as designed. It is quiet, it is cool, it is powerful. There haven't been any major OS issues, crashes, any other real problems of note that I've seen out in the community. Basically, I would say it's been pretty smooth sailing on the Xbox side. In fact, probably the best launch Microsoft could have possibly hoped for on the hardware side, outside of the very obvious and very frustrating and sadly very ongoing supply issues. And there you have it. The first 6 months of the newest console generation are behind us. Of course, there is plenty more ahead, and we'll be covering all the latest news, releases, and more as well as on our weekly show, Next Gen Console Watch. Be sure to tune in, follow along with us as the journey of the PS5 Пользуемся халявой! Официальный в какой-то веке. В какой-то веке корпорации решили пойти людям на уступки и, блядь, сделать официальную халяву, а не торренты ебучие. Ну, кстати, да. Новый трейлер какой-то? Геймплей трейлер Dying Light 2? Нихуя себе. А, хотя он же, по-моему, уже был опубликован. Genshin Impact. Класс.
commanded the stars, эпично. giving life. У нас есть время на перекус, действительно. Давай сейчас после этого трейлера я схожу перекусить. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Мощно, жестко. Don't tell me you don't see it. Look up at the sky. It burns. Это мощно. Не правда ли? А? Давай. Так, все, народ, тогда сейчас я 3 секунды приду, сейчас пойду что-нибудь разогрею, перекусить, возьму там чайка, у нас еще полчаса есть до анонсов, прям реально новых. Вот, а пока что... Новая Forza, но это не особо интересно, гоночки. Какой пафосный трейлер, ничего не понятно. Зато много эпичной музыки и эпичных фраз, да, я, кстати, согласен. Ну, Forza тут как бы и так понятно, что типа гонки. Спустя 150 лет ничего новенького, но... Зато с ретрейсингом теперь с отражением на шлемах, блядь. Уйди! О, спасибо. О, да, отражение в стеклах, на шлеме, на приборной панели, на чем угодно. Что бесполезно режет FPS. Forza Motorsport. Ух, жестко. Playground Games present. Ah! The world is filled with stories of legendary heroes, treacherous villains, of fantastical creatures, and wondrous places where nature and magic live in perfect harmony. Ах ты сволочь, фею Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Герой меча и магии, но это не точно. IGN's Summer of Gaming has officially partnered with E3 2021 for the ultimate team-up. From direct access to the major gaming press conferences at E3 2021, with exclusive gameplay and reveals, to exciting first looks at the hottest new games, IGN's Summer of Gaming has it all. On the docket today, Xbox is about to unleash a torrent of next-gen news for Series X and S owners, and hopefully, something to get the rest of you excited to boot. Microsoft recently acquired Bethesda Lock, Stock, and Barrel, who are expected to be on hand, so look forward to some big news from them. Not to mention everything else Team Xbox has been cooking up across their increasingly interconnected series of platforms. And of course, we're all waiting for some updates on the games we've been longing to play all through quarantine. Is this the day we'll finally see what's in store for Master Chief and Halo Infinite? Will Fable make its long-awaited return to the Series X? Will Forza Motorsport come crashing into our screens at 4K with blazing next-gen speed? The moment of truth is upon us. If there was ever a time to hop into the Xbox ecosystem, it's now. And we're about to show you why. И сейчас мы вам покажем почему.
Welcome everyone to IGN's Summer of Gaming. This is the unlocked pre-show for the massive Xbox and Bethesda conference coming up in just a little while. I'm Ryan McCaffrey. I'm wearing my Sunday best. I hope you are too. I'm your host. Я тоже and with через me to 20 discuss минут приду. all things Давайте. Xbox are my friends Miranda Sanchez, Destin Legary, and Cam Hawkins. Also, by the way, in the chat, we have Jada, so make sure to say hi if you're in there. Thanks to all three of you for being here. Bam! I'm excited. Let's go. It's the best time of the year, baby. Let's do this. Now, before we get rolling, there is plenty of chatter to be had here in the next 20-something minutes before we get to the conference itself. I just want to make sure that everybody at home knows that our Summer of Gaming coverage exists everywhere over at IGN.com, YouTube, social media, and now even on smart TVs. Yes, IGN is everywhere. And by the way, for additional content, check out E3's online portal featuring virtual booths, articles, videos, and more. Now, later on today, we'll be hearing from Square Enix and the Back for Blood team, not to mention the PC Gaming Show at 2:30 p.m. Pacific. That's 5:30 p.m. Eastern Time. But right here, right now, we are talking nothing but Xbox. That is what we were born to do. So let's dig into some of what we can expect from Xbox and Bethesda today, and all the other huge first-party developers and third-party developers now that have confirmed prior to this event. Let's get started. All right, so to the three of you, I think the best place to start here is not just right into, okay, what are we looking forward to? We'll get to that. But I think it's important to recap for everyone just how many studios Microsoft has. So we compiled a list before we got on the air here of all the major studios that Xbox now has and what we either know they're all doing or what we think they're all up to. So we're just going to kind of take turns here and just catch you all up real quick. Just to, again, contextualize, this is how big Microsoft's first-party portfolio is. So you've got 343, of course, doing Halo Infinite. You've got Arcane doing Deathloop. You've got Bethesda Game Studios itself, Todd Howard's team, doing Starfield, which I certainly hope to see today. The Coalition, all but confirmed to be doing Gears of War 6. And Compulsion Games, they're one of the studios that we haven't heard from yet. We didn't hear from them last summer, so we'll see if we hear anything from them today. Destin, take the baton. Who else is out there in Xbox land? Yeah, we got Double Fine working on Psychonauts 2. The Initiative, of course, working on Perfect Dark. id Software, we don't know what they're working on, but they have, Doom Eternal. In Exile, they have 2 Unreal 5 RPGs that they have been teasing. And Machine Games, Indiana Jones. Miranda, what else? All right, then we have Mojang, of course, is working on Minecraft and maybe something else. They do some side projects every now and then, but for sure and forever, Minecraft. Then we have Ninja Theory, and their currently known projects, of course, is Hellblade 2. Very excited about that. Project Mara and the Insight Project. So they've got a lot on their plate right now as well. Then we also have Obsidian Entertainment, and we currently know that they are on Avowed, and of course, ongoing with Grounded. And then we have Playground Games, which we know they're working on with Fable, finally confirmed. And then, of course, they're rumored to have another Forza Horizon on their way. So we will see what happens there. And then Cam, you want to round us out with the last few, which is there's so many. There's so many. Yeah, so we got Rare working on Everwild, along with Sea of Thieves, of course. We got Tango Gameworks working on Ghostwire Tokyo, Turn 10 working on the next Forza Motorsport, Undead Labs with State of Decay 3, and ZeniMax Online Studios with The Elder Scrolls Online. So yeah, I mean, there's your quick recap. Even that took us like 2 minutes just to get through all the studios of the known projects, or the projects we're reasonably confident about heading into this showcase. So there is a lot to get to. Now, let's talk about the games, of course, that we're most excited to see. And Destin, I think it's got to start with Halo Infinite. I mean, we know it's going to be there. It's just a question of in what capacity, what are they going to show? I would assume we'll get a release date. Destin, what do you want to see? What do you need to see from 343 and Halo Infinite today? Yeah, so I would absolutely love to see a release date, Ryan, but I think what they really need to do is they need to come out and show us how they've improved the engine, because that's sort of the question left looming on everybody's mind. So if they come out and they show what the engine can do, just remind people that, hey, here is the Slipspace engine in action. This is what they showed when they revealed it, actually. And you can see it can do a lot. It's a very, very gorgeous
piece of tech that they can utilize to really make Halo pop. So once they address that, though, I really hope they go into Halo multiplayer. I would love to just know more about what they're going to do with Halo. How are they going to be changing multiplayer? They've been teasing a new mode, but we don't really know much about it. So I would love to see that. Miranda? I want to see the Chief get the glory he deserves. This is Master Chief. This is a new console. They need to come out and say, this is what we've been doing. Exactly as Destin said, they need to show off what work they've put in. I think they have a great foundation. I'm really excited about what they showed us before, but now they need to come back and say, okay, we spent all this time and here are the big changes. Cam, what do you want to see from Halo today? I need to see more of the campaign. I need to see more of the single player. I think that's what 343 and Xbox need to do to sell this game. I'm not worried about the multiplayer. Halo has never had a bad multiplayer. So I'm even Halo 5, didn't have a great campaign, but the multiplayer, you could argue, is the best in the series so far. Yes. So that's what I want to see. I want to see, hey, this is why you need to be excited for the campaign, because when it comes to new Halo games, the campaign is what sells the game, I think, for a lot of people. Like it is one of those first-person shooters where you expect a high-quality campaign alongside its multiplayer. That's what they need to show. That's what they need to show. Like this is Halo Infinite. Well said, my friend. Well said. I've got 2 words for what I want to see. Blood Gulch. Bring it back, please. It's in Fortnite, so to me that's a good sign. We'll see. All right. Now the other big ace up Microsoft's sleeve is an acquisition, that of course being Bethesda, and specifically the new Todd Howard and team game, Starfield. Miranda, will we see it today? Is it the closer? Is it the opener? Do they just come out punching with that? How much of it do you think we'll see? We have to see it, right? Like, we have to have some sort of update. Like, I feel like if Bethesda was going to do their own conference this year, Starfield would be front and center. They can't show Elder Scrolls. That's maybe forever away. So Starfield has to be it. I know with the pandemic, a lot of things have been delayed and production's been slowed down. Very understandable, but I could absolutely see them saying, hey, we're Bethesda. We like to do this thing where we show our games and then they're out. And so that's what I'm hoping with Starfield. But I'm also hoping that it is not at the top of the show. I'm hoping it's somewhere in the middle, a good pacing, because at the end, I want them to have another surprise for us. I don't want it to be Starfield. I want more. I like it. Cam, how about you? What are you hoping for with Starfield today? Yeah, I agree completely. I want this to be seen as a new RPG that will have something that will stand out compared to Fallout and Elder Scrolls, that isn't just, oh, this is a Bethesda Softworks RPG in space. I want to see the world building. I want to see, I want to be able to get a trailer and get something where I can pick out pieces and theorize on what this world is about, what the society, the societal things behind it, what we can expect from a world building and lore perspective. Gameplay, I would love to see. I don't know. I honestly don't know if we're going to see gameplay today, but I hope so, and I hope that it stands out as a unique RPG experience compared to other sci-fi RPGs that we know and love. Destin, you have been super excited for the very first officially announced Xbox Series X game, which is Hellblade 2. You think today's the day we finally see gameplay from that one? I don't know about Hellblade 2, but real quick on Starfield, I absolutely think we see gameplay today. They overhauled the creation engine. I am super stoked on that one. Bringing it back to Hellblade 2. Man, they're working in Unreal Engine 5. They've been doing all these teases. The lead actress, Jurgens, has been doing all this behind-the-scenes stuff where she shows how much work she has been putting into that character. And I would love to see anything else, like even a teaser of how much work that they put into Hellblade 2, I would adore seeing, because the game already looks gorgeous based on this footage in Unreal Engine 5. I want to see more. They might also talk about Project Mara, which is another thing that they're working on. Miranda, in about 30 seconds, how about you? Where's your hype level for Hellblade 2 at this point? Oh my gosh. This trailer that we're watching slayed me. It was so freaking good. That music, I was like, excuse me? I listened to that so many times after. I was like, I am immensely excited to see what they have for Hellblade 2. So I hope we get another banger trailer like they did last time. Cam, 10 seconds or so. Quick Twitter-worthy thoughts of Hellblade 2. I don't think we're going to get gameplay if we get a trailer. I'm super excited, but it's on Unreal 5, so I think it's going to take some time till we see some gameplay.
Yeah, that'll be interesting. I mean, Unreal 5 has just gone out to developers. We know it's still in development, and so is the game, obviously. But it seems like it is finally time to see gameplay from Hellblade 2. So I'm eager to see that. Coming up in just a minute, we'll talk about the indie games we are most excited to see, because there's a quite handful of them. In fact, I've got an exclusive preview of Tunic on IGN right now. That demo is dropping on Tuesday. So make sure to play that on your Xbox exclusively starting on Tuesday, along with a bunch of other indie game demos that are dropping on Tuesday as well. All right, we will be right back. We've got plenty more pre-show for you heading into the big Xbox event coming up right after this. IGN Summer of Gaming 2021 is presented by USAA Insurance and Army National Guard. Pursue multiple paths while you serve. Reach your greatest potential with Army National Guard. And by the Amazon original movie, The Tomorrow War, exclusively on Prime Video July 2nd. And powered by Duracell Optimum, the official battery sponsor of Summer of Gaming 2021. Not only is IGN the world's biggest media brand for games and entertainment, but we also have a team of some of the world's biggest fans of your favorite franchises. From breaking news and exclusives, never-before-seen looks at movies and games, to reviews, let's plays, and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. IGN, the #1 source for all games and entertainment fans worldwide. In a world with non-stop news about Marvel, DC, Star Wars, you need a show with accurate reporting, hard-hitting commentary, and me, Akeem Lawanson, host of IGN's news show, The Fix Entertainment. Whether it's the latest superhero scoop, film fiasco, or anime announcement, I'll be here covering all the breaking movie, TV, and streaming news that matters most to you. Make sure to catch The Fix Entertainment on IGN for your fix of entertainment news. Let's drop it. If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? We're constantly updating our feeds to bring you the latest news, gameplay, custom original content, the best user-generated videos and art, memes, and a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. What's up everyone, Sydney here to bring you a little update about the future of IGN on YouTube. We've been listening to your feedback and it seems like some of you are more into games while others are more interested in movies and TV. So we got to thinking about it and decided, why not both? Our main channel will still bring you all the biggest news, reviews, previews, and trailers to keep you up to speed on the most important highlights. But if you only want games content 24/7, head over to IGN Games. Movies and TV more your thing? Check out IGN Movies and TV. More channels, more of the stuff you love, more IGN. We are back. This is your Unlocked pre-show, and we've still got a little bit more time before the Xbox Bethesda stream starts. So let's get back to where we left off before the break. We are talking about the games we are most excited to see. Now, literally during that break, E3 leaks, they happen, and I don't want to spoil anything that you're excited to see in the show, but let's just say we were talking about Starfield before the break. You're going to see Starfield in some way, shape, or form. So I'm just going to leave it at that, and I'm not going to say anything else. You're going to watch the show and see for yourself. I actually haven't seen anything, but we get little birdies that pop into our ears when things pop up online, and boy, it's the madness before E3. This is what I missed. I love E3 so much. Sometimes including the leaks. It can be fun, although not if you're a publisher or developer. But anyway, the games we're most excited to see. Let's get back to this. I want to start here on this part of the conversation with Fable, which is a game that is very near and dear to me. I love the original Fable. Of course, it's famous for having these big, grandiose promises from Peter Molyneux that didn't quite live up to that hype. But then I would argue that Fable 2 did fulfill all of that series' potential. Fable 3 kind of went down in slightly the wrong direction, and then, well, the franchise unfortunately kind of imploded after that. But Playground Games has spun up a second team. Yes, the developers of Forza Horizon 5 are now the developers of a new Fable,
And Miranda, we got that teaser as the one more thing at the end of the Xbox showcase last summer. And to me, it told me one thing, that Playground understands and gets the tone of this game. What do you think? Do you think we'll see Fable again today? No. I would love to, but I think it's going to be one of those where they said, let's confirm this because it's been a long rumored thing. Here's what we're going for, exactly confirming the tone, giving you like a nice little look at the design and like their vision for it, and then going silent until they have something big to show us. I think potentially the next big thing we'll see is gameplay. And that's what I would want to see next, right? I want to see that Playground can do a Fable game. Like, I just know them for, playing cars. It's like, all right, cool. But then can you do a Fable? Like, that's a big change. And I know we'll see some probably impressive weather systems, but I want to see what else they can do. And I think whenever they have to show it next, they have to show that as well. So not this time. Cam, are you with Miranda on that one, or do you think that we might sneak in some little teaser of Fable gameplay here today? I'm conflicted. I love Fable. Fable, like outside of Halo, is probably my favorite Xbox IP. I'm super excited for this reboot. I personally would like to see another CGI trailer that hints us of something regarding the stories. Like all the Fable games. Whenever a new Fable comes out, you expect like a good story. Like the first two games had great stories, and I think that would be a really good thing. Like again, similar to Starfield and some other upcoming Xbox titles, just give us like some things that we can use to theorize, like what the story might be about, and things like that. But again, what Miranda said, Playground Games, this is something very new to them, and I feel like it might be problematic for them to release something and it's not ready, and then it makes people get worried, and that's like the last thing that Xbox and Microsoft need to worry about. So if we see it, I hope again it's in some sort of CGI fashion. If not, then we'll just wait till it's ready. Now, Destin, the last major first-party Xbox game to be announced was the reboot of Perfect Dark from the Initiative back at the Game Awards. What do you think about Perfect Dark's odds today? You think we'll see that again? Yeah, and you threw to me right at 11:11. Good timing, Ryan. I would love to see Perfect Dark. Will it be there? I think we get a teaser of Perfect Dark, and I am just so excited for this conference now. I think we get a little bit of a teaser. I think they need to show a little bit of something, but will it be there in a grandiose way? I don't think so. I think they're going to wait. I think that's going to be a big hit potentially during the Game Awards. And Perfect Dark is looking really, really good. All we've seen is the tease of Joanna Dark standing by the building and a lot of sort of conceptual stuff showing off the world. But I really, really want to see, even if it's just one shot of a mission or gameplay or something, I would like that very, very much. Now, another one that's high on my personal list is State of Decay 3 from Undead Labs. I fell in love with the original as an Xbox Live arcade title at the end of the Xbox 360 generation. This is a game that it is the most unique zombie game I have ever played. It's a systemic RPG where it's all about managing the relationships with your fellow survivors. It is so interesting, but it's both the first one and the second one have been held back by just technical wonkiness, just bugs, glitches, and poor frame rates. And while State of Decay 2 has been continued to be worked on, which has been great, we have an announcement for State of Decay 3. It was the shortest of CG teasers. We really can't glean anything from it yet. I am hoping that now is going to be the time. Today will be the day where we get a proper look at State of Decay 3. Now, Miranda, probably the next first-party Microsoft game to release, it's probably going to be Psychonauts 2. Are you looking forward to seeing that today? Give me a release date, please. Yes. I just wanted to say, hey, Psychonauts 2, because we've seen so much of it at this point. Like, we know what this game is. Be like, hey, here's the release date. That's all. That's all I want. They just flashed on the screen, okay? We know. I think that's a thing too, right? Like when you really know what a game is, and I feel like at this point we really know what Psychonauts 2 is. I'd rather have time on the stage for other things, just to get like a fun nod in some way, show the release date, and then like move out of the way for everything else that needs to go. Cam, possibly one of the biggest, maybe the biggest pleasant surprise at the showcase last year was
Obsidian's Avowed, this first-person, seemingly, Fallout New Vegas-esque, Elder Scrolls-esque game from the, of course, makers of Fallout New Vegas and Obsidian. Do you think we see that today? And if so, what are you hoping for? I don't think we're going to see it today. I think that game is really early in its development still. And, our big RPGs like what Obsidian and Bethesda make, they take time. And I think that we should just give them that time to make it. Like, we barely got anything from that first trailer. It just get when it's ready, I'm excited for it, especially like I'm excited for Pillars of Eternity fans because this game is supposed to take place in that universe. Yes. But I do think that this is a very early game that we won't see like actually get a release date in probably another 2 years at minimum. But I'm excited for it. It's definitely one of my most anticipated Xbox first-party titles. Destin, in 1 minute or less, Avowed, how hyped are you for it? And are you with Cam? Do you think it's a little too early to see it again? I am tremendously hyped for Avowed. It is looking phenomenal. This teaser is just perfect. It gives you just enough of an idea about what that game is going to be. Now, do I think we're going to see more? Not really, but if they did something, I would really love them to see show another vignette of gameplay, sort of teasing the sort of feel of the game and their target and what they're going for. They did it here in the first one. I would love to see another little something like that from Obsidian. All right, well, we've got more coming up, including, of course, what you're here for, the Xbox conference, which is just a few minutes away. So stick around, and we'll be right back to talk about major third-party games that we will probably or hope to see at this event. Keep it locked right here on IGN. Summer of Gaming is presented by the Army National Guard. So let's check in with our gaming guardsmen and find out what they're looking forward to in the Ubisoft Forward. So, with the Xbox and Bethesda showcase just minutes away, I'm extremely excited to see what comes out. But really, I'm just here for Elder Scrolls. My name is Sergeant Ford. I'm a former Army sniper, currently a member of the Army National Guard. I go by Campbell Evan B here in the video game world, and I am currently an esports manager for the Army National Guard. So with Elder Scrolls 6, I am most excited for just getting back and diving into that single player vibe and just kind of building my own world that I didn't quite get to experience with Elder Scrolls Online. I truly loved it, but I really just want to build my own story and kind of create my own world. And, it's been so long since Skyrim came out. I believe it was 2011 when it came out, and I am dying for a new Elder Scrolls game. What are you looking forward to? Let us know in the chat. I'm Campbell Evan B, member of the Army National Guard. You can find us both here on Twitch. Welcome back. We are just a few minutes away from the start of the Xbox Bethesda conference, so let's talk about the awesome third-party games that we are expecting to see. We've got confirmation. We know we're seeing the Battlefield 2042 gameplay reveal there after getting a cinematic teaser. So I want to start there with Cam. Battlefield 2042. How hyped are you from that CG trailer, and how insane do you think this is going to look on the next generation Frostbite engine, Cam? It looks incredible. Like Battlefield games always look incredible visually. I personally am not super big into the Battlefield franchise myself, but like seeing those big team battles and seeing them in action, I'm listening. I'm interested in seeing more. I want to potentially jump in. Like it sold me. You know what I mean? And I think that that's something that Battlefield really hasn't done in a very long time. So I'm looking forward to it. Miranda, Elden Ring. We have to keep the audience happy by bringing up Elden Ring because it is probably the most anticipated game that's not a first-party exclusive somewhere. We got to see it. We got that killer gameplay trailer at Jeff Keighley's Summer Game Fest. Do you think we get an extended gameplay demo here on Microsoft stage today? That would be really cool, but I don't think it's gonna happen. I think they're like, all we can do is show this one thing, which is a lot. There's so much to dig into there. But I think asking for gameplay it's just too far. Asking for an extended trailer would be nice, but I don't believe it's gonna happen based on how they've been talking about it, or lack of talking about it or showing it in any way prior to this. So.
Destin, do you share Miranda's pessimism on this, or do you think today is the day? Since it did debut on the Xbox stage a couple years ago. Yeah, I'll be honest with you. I think we actually do get to see a little bit more of Elden Ring, potentially a short gameplay segment. Yeah, I wouldn't be surprised at all if we saw more of it, because they had their big reveal on Keeley's thing. They're just not going to have another beat during E3. I mean, Xbox is the stage where it makes the most sense to talk more about this game. Now, we've also had confirmation this morning that we're going to see more Far Cry 6. Ubisoft tweeting that out this morning. So expect to see that on stage here today at the Xbox Bethesda conference. But there's another big third-party game, and this one is exclusive, that I want to talk about for a second. Destin, I'll start with you. That is Stalker 2. This is a game that is a sequel to an absolutely beloved and critically acclaimed first-person shooter it was a PC exclusive years ago. Now it's coming to PC and Xbox Series X, and this thing has done millions of views on IGN. Like this, I feel like it's kind of going under the radar, even though it's getting, like, people are clicking on it like crazy. They want to see it, but you think we'll get a proper gameplay demo of Stalker 2 today? Well, I mean, the last time we saw it, they showed like how the models can be changed very easily and everything. But this game has been a technical showpiece for Xbox specifically when they've showed it in the past. I do think that we see some more Stalker 2 today, even if it's just to show off how gorgeous that engine is. You don't need to know anything about the Stalker franchise, but you can look at the footage that they have shown and be impressed by what they have managed to accomplish within their game engine. And people are really, really stoked for this game that are fans. So if you're a casual, you have something to look forward to. And if you're a fan, you are stoked through the roof for Stalker 2. And yes, I do think we see that one today. Cam, do you agree with Mr. Legary here? I'm not familiar with Stalker, but I have been following the sequels, updates and things like that. And it is an ambitious title, not in your traditional готовы, чуваки, все, сейчас AAA sense, начинается, but сейчас I'm начинается, excited я to пошел, see я what уже that кофе game себе is сделал, and сейчас иду, jump чуваки, in сейчас and иду. play. I'm in. How about some indies? Let's talk indies for a second. Miranda, I'll start with you there because I mentioned, I sort of crowbarred in Tunic a little while ago because I am in love with that game. I have been playing it. Again, that demo is out for everyone on Xbox on Tuesday. It is a Zelda-like game where you play an adorable fox, but it is a full-on through and through core, like a hardcore Zelda type of game. Elsewhere in the indie space, I mean, 12 Minutes is out there. What are you looking forward to seeing on the indie side? Honestly, something new, which is weird to say because there are so many. Like, we had Wholesome Direct yesterday, had a lot of great stuff as well. But we know that Microsoft is a huge champion, of course, of their ID at Xbox program. And I want to see what else they have coming. I just recently got finished playing The Wild at Heart, which was an indie through that program as well, also published by Humble Bundle. And there's a lot of really great things there. So I just want them to give them a little bit of space, even if it's a reel or an event later that they have. I'm sure they're going to have some sort of like small section for that. We did see Ooblets on Xbox's stage, and that was another ID at Xbox game that's just fantastic. It's such a darling game. So I do want to see more of those get the spotlight. And kind of on that line, maybe something with Game Pass, like how they're going to try to champion those games a little bit more and say, aside from like this one Twitter account you have to do. So we'll see. Destin, the arcade cabinet is set to free play. Just press start. The floor is yours here for a minute. Anything, third party, first party. Give me something. What do you want to see today here as we get set? Well, Back 4 Blood, I think there's been some stuff that has been said about Back 4 Blood online that we're going to find out about today. I would love to see that come to Game Pass. And man, just imagine how many players are going to be playing on Xbox if that is day and date on Game Pass. And just generally speaking with that platform, I would love to see just a whole bunch of stuff announced, not only exclusive, but also part of the Game Pass family of games. We are just over a minute out. I want to talk about Forza Motorsport for a second, but before I do, I'll just remind you, stay with us. Obviously, just stay right here. We'll go right into the Xbox conference here in a minute, and then immediately after, we'll come right back with our live Unlocked post-show reactions to everything. So stick with us for that. We'll be with you for 30 minutes after this thing ends to dissect and break down all of the big announcements, including what is already leaked. But yeah, Forza Motorsport, I don't want to forget about this. This is a next-gen only edition. They are rebooting just Forza Motorsport, no number 8 on there. So they are leaving the Xbox One behind to dial out all of the power that they possibly can
from the new console, and I cannot wait to see Forza Motorsport. I mean, we got an in-engine teaser of that last summer, but now I'm curious to see if we get a release date for that. Obviously, it's almost certainly going to be sometime in 2022, but I can't wait to see what a full-blown next-gen Forza Motorsport game looks like. And maybe we will also hear about Horizon as well to see what's going on with that. There have been a few rumors circulating about Forza Horizon 5, so we shall see what happens there. But we are about 10 seconds out as I peek out of the corner of my eye at my screen. So we're counting it down. This is it. Stay with us again. We're going to be live during the show. Come right back with us after for the analysis. For now, enjoy the conference. "20 years. That's how long Xbox has been with us. And like you, this is a moment I always look forward to. I love seeing the new games, crossing my fingers for my favorites to return, hoping for a few surprises. Most of all, though, I love seeing everyone around the world come together and celebrate what games mean to all of us. And I think, this past year, they've meant even more. Thank you for being with us today. Thank you for the support you give us and one another. Xbox is turning 20. And I wouldn't be here if it wasn't for the friendships we've had that whole time. At Bethesda, we believe video games do one thing better than anything else. They transport us. Through art and technology, there's real magic when you step into a new world and can make it your own. We've traveled the worlds of Elder Scrolls, of Fallout, and now, for the first time in over 25 years, we're creating a new universe with Starfield. Set hundreds of years in our future, it's an epic about hope, our shared humanity, and answering our greatest mystery. It's a game we've dreamt of playing, and it wasn't until now that we have the hardware, the technology, and the team who's hard at work at home to make that dream a reality. We're excited to finally share our first in-game teaser and something to look forward to. Я знал, что они сначала начнут, но пиздеть будут полчаса. Так, все, тихо. Все, пошел процесс. They say, the wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything. We reach your constellation. This is all we've been working towards. Jemison route looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array spool check. Your space lane is clear. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go for launch. Starfield.
Интерстеллар, бля. Ну, конечно, в Game Pass входит, как иначе. It is awesome to share with you for the very first time one of the most anticipated games in the world from Todd Howard and the team at Bethesda Game Studios. A groundbreaking game, and yes, it's exclusive. Welcome to the Xbox and Bethesda Game Showcase. I am so excited and proud to be here today celebrating games, because although it's been an incredibly tough year, I am grateful that games have been such an important source of joy and connection. We are committed to forging the next era of gaming, conjuring worlds never before possible, unlocking play across all devices, and delivering the power of games to everyone. And now, we get to share that quest with Bethesda, not just as partners, but as one team, united in bringing the very best games to more people everywhere. So today, we get to reveal more of what's to come. We have an amazing show, 30 titles, 27 in Xbox Game Pass, and of course, every single console title you'll see today is optimized for Xbox Series X and S, offering next-gen performance, speed, and features. We get to work with the best studios on Earth. Next is something truly riveting. The latest entry in the haunting and evocative franchise created by GSC Game World, Stalker 2. Coming first to Xbox Series consoles and PC. This will be a true next-gen experience, targeting 4K resolution and ray tracing. Let's take a look at what you'll get to play when it launches next year. Как спали. Сталкер! Ну, чё там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. Обалдеть. Я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Нифига себе. Узнаешь мотив? Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О,
Месье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Да пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Неожиданный трейлер «Сталкера». Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Что это за... Охренеть. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. Нихуя себе! Вот это 28 апреля в 2020 году. Ни хрена себе! Обалдеть. We're surviving here. Rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. No, we don't need to do anything. All right, when was the last time you saw Прослеживается, да, any идея? numbers? Hang in there, Holly. Get high with your best friends. No rest for the wicked. Let's go. They're here. Come on. God, I love Mondays. Another day in paradise. А, показывали эту игру уже. Ее показывали уже, все, я вспомнил. По этим кадрам я уже вспомнил. Короче, новый ЛФПД, по сути. Ой. Buckle up, buttercups. We've got one shot. Let's make it count. Over here. Так, Фабла, да, уже показывали его, да.
Нихуя непонятно, но было очень интересно. An ill wind blows from beyond the horizon. A new danger is coming on the tides. And the one who might stop this ruin, trapped for all forever in the sea of the damned. Now to save the pirate life, you must start by saving the life of one. О, отсылочка на Джека Воробья. Oh, didn't realize we had company. Или это он и есть? Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that. Они его из фильма вырезали и решили в игру вставить. Because of the treasure Jack stole, a darkness followed him here. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. This sea holds many secrets. Ah, a new body at last. All I can do is show you the way. From what I hear of this so-called Sea of Thieves, it's nothing but cursed crews, bloodthirsty mermaids, a legion of dead, angry pirates. Ah, yes. And now, one Davy Jones. Oh. Hello! Well, I believe that now is the perfect time to use these cannons. A world without the attack our best. Is a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Destroy that! I don't suppose, by chance, there's a second one of those? The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Не, конечно, круто, но типа по графону. Я понимаю, я не то чтобы графодрочер, но на фоне остальных игр, где пытаются реалистичную графику создать, выделяются, блин. Вон, новый файтинг какой-то был. Hey, how's it going? Let's do this! Reputation is everything. If a Yakuza shows weakness, he's done. Time to call a friend! Order! What the? Happy birthday! Рафловые драчки, пацаны. Неплохо. Пре-альфа геймплей. О, это новая батла. Attention all squads. The Russian troops are falling back. Do whatever you can to secure the sector. We push them back, but not far enough. Do not let them regroup.
Батла решила вернуться к истокам, типа. Спасибо на этом. Батла решила вернуться к масштабным событиям. У них теперь новая карта, короче, я читал про это. Сейчас скажу. Бедные люди с эпилепсией. Короче, они в этой новой батле, у них будут огромные карты, будут, короче, где до 128 игроков будет заспаунено одновременно. Понимаешь? Пипец вообще. So, how was your day? Oh, you know. I have something to share. What is this, my birthday? We're having a baby. Police, you're under arrest for your father's murder 8 years ago. What's going on? Shut up! You know what this is. You've been lying to me all this time? I should never have told you. I'm out of patience. What? I know I say this a lot, but I love you. I say this a lot too, but back at you. Ничего не понятно, но тоже было очень интересно. Approaching the mother load. I can't believe I'm really here. Psycho Летающий член. headquarters. Look at all these gadgets. The mind is the final frontier of humanity. I'm ready for anything. Time for justice! The fate of the free-thinking world is in your hands. I'm afraid that means the dead letter office for you. The mission is falling apart. A psychonaut must always remember how to roll with it. What am I doing? What am I doing? What am I doing? This is a mission about the fate of the world. Can you do that? Yes, if I can find some bacon. I'm going to ignore that last part. Psychonauts. Nuts. Лёдов. Да, я не узнал, например. This is usually the moment when I say hello and welcome to the Bethesda E3 showcase. We love that we can share the stage with Xbox this year, and whether you've known Bethesda for 35 years or are just getting to know us, we couldn't be happier to bring you the latest on your favorite games. We started this showcase with my good friend Todd Howard, who gave you a first look at Starfield. Along with Bethesda Game Studios, all of our teams are continuing to work on the projects that have been in development since well before we joined the Xbox family. So rest assured, the games you've been expecting and hoping for are still in the works. And today, we're bringing 10 more titles to Game Pass for a total of 30 Bethesda games. That includes several id Software games, like the award-winning Doom Eternal.
If you're looking for another reason to play it, Doom Eternal will be optimized for Xbox Series X and S on June 29th. Powered by id Tech, this next-gen upgrade will be free for everyone who owns Doom Eternal. And on Series X, it will offer improved visuals at 60 FPS with ray tracing, a 4K mode, and an optional performance mode up to 120 FPS. Or maybe you're in the mood for an RPG, like Skyrim, which marks its 10th anniversary this November. We can't celebrate it without you, so share your favorite Skyrim memories, stories, artwork, and more on Skyrim10.com. Or explore an ever-changing, post-apocalyptic wasteland in Fallout 76. Everything you love about Fallout games: custom camp building, rich storylines, warring factions, unique characters, places to discover, you'll find it all here. In fact, Fallout 76 is now one of the most popular games on Game Pass, thanks to an incredibly welcoming and collaborative community. Here's a look at what's coming next in Fallout 76. Чё за орки, блядь? Brotherhood of Steel are the guardians of human civilization. Ну, 76-й Fallout, как бы. Fort Atlas is safe. It came at a great cost. The Brotherhood must stand united. The super mutant threat takes priority. This proves more than anything the need for our justice. You're splitting our forces, Shin. The most important thing is finding everyone that has gone missing and returning them home. So it comes to this. I thought you understood what that insignia meant. You are no paladin of the Brotherhood. I set this plan in motion, and I am the only one who can stop it. The Brotherhood of Steel must protect the future of Appalachia and of the world. Your righteous crusade has gone too far. While it may seem that we are fractured, I believe that we are now stronger than ever. This is a choice that can never be undone. Ну, круто. Классно, прикольно. What the hell was that? Expedition Squad Delta, report. Over. Squad Delta, what's going on out there? Come on. This isn't funny. I know you can hear me. Это дополнение, да, сейчас? Понятненько. The Wasteland isn't the only open-world playground with an amazing community. The Elder Scrolls Online from ZeniMax Online Studios has now surpassed 18 million players and shows no signs of slowing down. Right now, our players are enjoying the new Blackwood chapter, part of the Gates of Oblivion year-long adventure. We've got a lot more to come in ESO, including the conclusion to this epic story later this fall with ESO Deadlands. And with the release of ESO Console Enhanced this Tuesday, the game will deliver a true native experience optimized for the Series X and S. Hogwarts.
It's a new world with new rules. Now, nothing is off the table. Winning this battle will take a new breed of fighter. Wait. Чего? Пути-пути. Джокс, я знаю, во что мы пойдем играть скоро. Пути. Выглядит убойно. А, в 22-м будет, значит не скоро. Эпика возьмем, да. Но только не забыть сыграть. Вау, что за клевая рисовка, анимация, ничего себе. Чё, пацаны, Quake? Stupid boy. I told you nobody gets out of here. Try and stop me. Попахивает нуаром. А, нет, это платформа. Одинокий мужик с пёселем. А, нет, не одинокий. Вот почему нахуй семью, потому что если что-то случится, тебе их надо будет с собой брать. Мало того, что свою жопу спасать, так еще кого-то с собой в придачу брать. Делить с ними продовольствие, еду, нет, спасибо. This holiday marks the 20th anniversary of Xbox and the 20th anniversary of Halo. To our millions of passionate fans, thank you. We wouldn't be here without all of you. Our goal has always been to bring players together. And for the first time, we're thrilled to offer our entire multiplayer experience to all players across Xbox and PC with no barriers. Halo Infinite Multiplayer will be free to play and invite more of you than ever before to become a Spartan hero. I'm excited to be here with Joseph Staten, the creative director of Halo Infinite.
From helping craft the original Halo Combat Evolved to leading the fan favorite Halo 3 ODST, Joseph is a Halo visionary. It is so great to have him back with Halo. Thank you, Bonnie. And hey, everybody. For us, and I hope many of you, Halo has always been about heroism and wonder, about fighting to keep humanity safe against impossible odds in a beautiful and mysterious sci-fi world. This is just one part of the Zeta Halo ring, the largest, most wide-open environment we've ever built, and we can't wait for you to explore it. The heart of Halo is Spartan 117, the Master Chief. In the next chapter of the Chief's story, you'll face his greatest challenge yet. But you're not alone in the fight. Oh, the main batteries are shut down. We're stuck out here. Тот самый костюм. You have one bullet against an entire army. What can you do on your own? I told you. It's enough. So I see. I need you to understand. There's not much time. If you knew how you were going to die, how would you live your life differently? How would you live your life differently? What happened? Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. Cortana. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay, then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. Good. Good. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The missions changed. They always do. Are you sure? Of course, you can't have a Halo game without multiplayer. And on Xbox Series X, you'll be able to enjoy Infinite's multiplayer action at up to 120 frames per second. Finally, I'm very happy to announce that Halo Infinite's first free-to-play multiplayer season and Infinite's story-driven campaign will launch together this holiday. A new day is upon us. A new generation built to fight. Together, we are unstoppable. По-моему, я уже скины увидел. А нет, да, мне не показалось, там реально скины есть. Ну или, надеюсь, это типа оружие такое розовое, но это больше на скин похоже. Еще один скин розовый. Еще один скин. Новое донатное оружие. Еще один скин. Hello, let's do some damage. Skewer acquired. Grapple jet. Claim the enemy flag. Return it to base.
Ordnance drop inbound. The flag is ours. Please call at your earliest convenience. Now, show me what you can do. Вот смотришь на это и думаешь, блин, сколько будет разбитых клавиатур из-за этой игры. И мышей, да. Evil has survived. A dark figure wanders in the east. He must be stopped. At all costs. You're too late. This may be our darkest hour, but it will be your greatest moment. These things, where do they come from? From all of us. From what we do to him. Can you stop it? I don't know. But he's my brother. And I would die for him. Пожалуй, игры пошли. Второй год. Ну давай. It rings every hour, señor presidente. Hola, fascista. I recognize that voice. Let me ask you a question.
When I am dead and Yara is burning? What exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Sure, I know just the song. Time you learn about resolver, Danny. To take down Castillo, a guerrilla needs the right tool for the right job. Блин, в английской озвучке с этим акцентом охуенно прям. Keep talking. It's a stealth operation. I got you covered. Taking out a high-value target? I have just what you need. You wanna blow shit up? Juan Cortez at your service. Everyone in Yara saw that shit. What? Wait a second. Who brought the rooster? Hey, whatever you need to get the job done, Danny. Go Far Cry 5. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack deal. Ну это пиздец, это раньше, конечно. Чего? I like how you resolver, Juan. So do I. Ерда! Какой милый мир. Такое классное, такое разноцветное радужка. Пути-пути. Пути. Это мир, который, знаешь, который захватывает игровую локацию в террарию после какого-то там прохождения, типа, после как раз, да. Помнишь, там такой радужный мир, вот это он, только в 3D. Террария чисто. Boom punch. Yeah. Welcome back to Shred-Ageddon. О, Here's a VR! new trick. Let's go. VR, пацаны, VR, ура! Это VR, это VR, это VR, это VR. Я надеюсь, это VR. Ля, красиво. Это уже не... Вначале был на VR похоже, сейчас уже не похоже. Это сноуборд. Да. Обожаю игры про сноуборд, не надо прорисовывать текстуры, да? Просто белую текстуру сделай, которая мнется, типа, и все. Это следы никакущие. Как бы казалось бы, что это типа не проработанная игра, а нет, это снег, все нормально. Оу, вау. Ой, блин, я бы так в жизни не покатался.
Сломал бы себе все, что можно, но, блин. Давай пока. This is really good. Holy slathering whip. Крутяк. Да ладно. Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Друзья твои убегают. Ни хрена себе. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Окей, этот... Что за постсоветский, блин, я не знаю... Какой-то экшен вообще. Ну, ё-моё. Я чувствую, знаешь, как СНГ захватывает E3. Сначала Сталкер, сначала Тарков, потом Сталкер. Это что-то еще постсоветское. Ох. Неплохо, кстати, выглядит. Ретро-футуризм, пацаны. Одобряю, одобряю. Вы слышали этот мотивчик? Ой, одобряем, одобряем. Ну, такая атмосферка есть. Не прям, чтобы ретро-футуризм, но атмосферка чувствуется. Игровые автоматы, дождь, неон. In the first year of Grounded, Чё, блядь, за король или не millions путаю? of players kept busy. Бля, Рили, Артур или не путаю? Crafting, fighting, the pond, Бля, реально не путаю. Ты серьезно, что ли? flying things. Now, to celebrate, we present the Shroom and Doom update. It gives the people what they've been asking for. Like sitting. No, seriously, a lot of people want to sit. Pets for when you get sick of your human companions. And of course, mushrooms. But not those kinds. We've also got something that literally no one was asking for. The Brood Mother. She's so terrifying. You should probably turn on arachnophobia mode. Oh, even her blob scares the shit out of us. Go big. Or never go home. Oh, and it looks like we added achievements too. Nice.
Че, серьезно, что ли? Ой, блядь. Ладно. О, 15 игроков в лобби, нихуя себе. О, легендарное обновление. Круто, блядь. Вот прям мечтал Among Us на E3 увидеть. Прям, блядь, мечтал. Не GTA 6, блядь, не новый Fallout, не, блядь. Among Us просто сидел и трясся. Прикольно, 2D персонажей в 3D мире. Идея прикольная. Ну типа, окей. Спасибо, что не Genshin Impact. Сейчас на E3 покажут новое обновление для Genshin Impact. Так, само, кстати, возможно вполне, блядь. Я надеюсь, не покажут. Я очень надеюсь, что не покажут. Можно без Genshin Impact, пожалуйста. You have shown an aptitude for applying lethal solutions to conflicted situations. Вот это точно We одобряем. wish to test your abilities. Киберпанк с этого, с видом сверху, блядь. Вот это мы одобряем. Неплохо, блин. Ну, стилистика киберпанка. Так-то, конечно, не киберпанк, но стилистика похожа. History is all around us. Чего? Those who made it have never been forgotten. Their daring choices echo across time, turning land into kingdoms and mortals. А, кинематографичный клип какой-нибудь стратегии. History was in your hands. What would you build? Ну, так и есть, да. How would you fight? Where would you go? Еще для алдов. Да, тут много еще для алдов. What will you be remembered for? Флаг Украины. Age of Empire, это вообще, по-моему, мобильная какая-то. Ну да ладно. Или там Ring of Empire назовут. We begin by hearing an old, wise-sounding voice. And we see a quiet, peaceful setting. This will make our game seem big and important. Now,
something must break the serenity. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Сейчас приду, ребят. Suddenly, and for no reason, Позвонили. Сейчас приду. people running. These pointless slow-motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. We must gaze over an epic shot of a world, and there should be lens flares. Now we see our hero, but only their silhouette, because the developers haven't finished the design, or finished the story, or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title. Гоночки, гоночки. Здорово! Привет! Сторми. Иу, да. Мигалочка. У нас тут
Почки. Подъехали новые. Я видел до этого Microsoft Flight Simulator рекламировали. Неплохо. Let everybody talk right now. Tell me what you want right now. You could get it. Yeah. Well, you can get it. Yeah. Не форта новая? Или обновленная какая-нибудь? Да, действительно. Xbox Game Pass. Hello, I'm Mike Brown, Creative Director at Playground Games, and I can't wait to show you what we've been working on. Horizon is known for fun, freedom, and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. And there is no better car to explore it than the stunning AMG Project One Forza Edition. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista, thanks to the power of the Xbox Series consoles. I've invited along some of the team to help give you a taste of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Please welcome Bill, Maddie, Sierra, and Don from the Forza team. Hey, Mike. Hey guys, what's up? Hey, everyone. Hey, what's up, Mike? And we also have Abraham with us as well. He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Bienvenidos a Mexico. I can't wait to show you what we've been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new campaign mode in which you set out on an adventurous journey across Mexico to explore new locations and discover places for the festival to expand. I'm on the river now. We're getting close. There you are. How's the expedition going? I'm racing a car through the Mexican jungle, Rami. Doesn't get much better than this. I can see some ruins up ahead. Bienvenida Alpsmal. Look out for the flamingos! This city is still a jewel of Mayan architecture. That's a peek at our adventurous campaign. But Forza Horizon has always been a game that's best enjoyed with others. Let's go and see what some of our other players are up to. The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these cholla cactus. The scene looks real, but there are no tricks. This is in-game. Maddie is behind the wheel of the AMG Project One Forza Edition in Mexico's lush, living desert. The perfect place to meet up with friends and head out for a drive. Thanks to the next generation of our Horizon Live servers, everyone else we see here are real players. And it looks like Maddie has been joined by some other members of the Forza team. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet Don. Don is already on the move, exploring this idyllic seaside town. This is a recreation of Mexico that is honest, authentic, and filled with love. Speaking of, hold up, Don. Oh, hey, what's up? This is a mural by Mexican artist Farid Rueda. Just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over Forza Horizon 5. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision accuracy using photogrammetry data captured on location atop an active Mexican volcano. The entire world has been recreated at this level of detail. And here's Sierra in her favorite off-road buggy. The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in a Horizon game. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, from up here we can see for miles in every direction. In the distance, we can just about make out Guanajuato. Let's take a closer look. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world.
It's a colourful, undulating city full of vibrant architecture. It even has a sprawling network of tunnels. And these twisting, turning, overlapping streets mean that as well as looking good, it plays great too. As we see here, as Don is challenged in Horizon's open-world battle royale, The Eliminator. While Don tries to win that race, the rest of our players are still out exploring this diverse open world. Let's head north to the canyon. The Horizon series is known for its uplifting beauty, and using our unique HDR camera rig, we captured 24-hour shoots of real Mexican skies at 12K resolution. And thanks to the Xbox Series consoles, these photorealistic skies result in lifelike lighting that dynamically changes every frame, making you feel like you're really there. Here's Maddie again. She's joined by Abraham and some other members of the team. Our players are using Forza Link, the new AI assistant that intelligently tracks the status of you and the people you meet online, and then helps you link up and play together. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Here we see our new volumetric lighting system filling the scene with god rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. A Horizon arcade minigame is about to start. Forza Link knows that Bill loves minigames, so it intelligently prompts Sierra to invite Bill. Bill accepts, and they're seamlessly linked together with their GPS route set. With that Horizon arcade minigame starting soon, all of our players are coming together. This minigame is called Piñata Pop, signaled by the Horizon cargo plane dropping a payload of piñatas. Ooh, over this way. Gotta catch up to you guys. Our players now have to work together to find and pop as many as they can. Okay, go up here to the left. There's loads along the main road. Here I go. I'll take a look through the bushes here. There's some between the houses. Oh, there's a couple more over here. Sweet. While the team grab those last few piñatas, we're going over to the stadium because I have one more thing to show you. This is Event Lab, the incredible new toolset that allows you to create your own races, game modes, and gameplay experiences. You customize everything, right down to the fundamental rules of the game. Forza Horizon 5 is the largest, most fun, and most beautiful open world we've ever built. And it will truly be an astounding showcase for the Xbox Series consoles when it comes to Xbox Game Pass this November 9th. Thank you so much. I'll see you all in Mexico later this year. В Мексике, а там борьба с картелями будет на полицейских машинах? Было бы неплохо. Team Xbox is on a mission to bring the joy and community of gaming to everyone on the planet. That's why you, the gamer, are at the center of everything we do. Today, we showed you 30 games. 27 of them will be available on Xbox Game Pass. Now, through the end of the year, you can look forward to back-to-back monthly releases landing day one on Game Pass. Led by 5 new titles from Xbox Game Studios, as well as highly anticipated games like Back 4 Blood, 12 Minutes, and The Ascent. And as we look ahead to next year, I'm inspired by the creativity of Bethesda and Xbox Game Studios. We showed you the highly anticipated RPG Starfield, coming exclusively to Я не пойму, про что это. But we E3 also это have где some of игры the industry's анонсируют новые. best RPG storytellers working on Не выставка, Avowed, а мероприятие. Fable, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Outer Worlds 2, and Elder Scrolls 6. We unveiled the stunning multiplayer mode for the world's most beloved shooter in Halo Infinite, adding to the roster of iconic Xbox shooters alongside Wolfenstein, Gears of War, Perfect Dark, and Doom. We premiered the most epic open-world racing game, Forza Horizon 5, bringing you a vibrant and authentic depiction of Mexico in a game built from the ground up for next gen, while the team at Turn 10 is hard at work on the next Forza Motorsport. Our growing family of 23 studios is devoted to advancing the medium we all love. Xbox has been here for 20 years, and that's because of you,
our team strives to make Xbox a place where you'll find the greatest games, the most dedicated developers, and the most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing. Take a look at this brand new original game from the Arcane team at Bethesda, the studio that created Prey and Dishonored. Arcane created something new for them, an open-world immersive shooter that you can play alone or with your friends. And like Starfield, this game will be an Xbox exclusive. Pobre bribón. I'm gonna have to take you apart again. Hey, Dev, anything interesting? Ingredients exist too. Expandable, 25 centimeters, dramatically elongated bacteria. Go on, make yourself useful. So, that was fun, right? That's your cue, mate. Sleep tight. You know what this reminds me of? My time in the Himalayas. Letty's later down. You think they can't kill you anytime they want? Hey, asshole! Полгода выпускать игры. Не, ну просто здесь трейлеры показывают всего-всего. Оу май. Оу май. Вампир-азиат. Пиздец. Блять, какой красавчик. Ага. In the field in Redfall, Massachusetts. Behind me. Бля, блогер местный. Cult activity. Пиздец. Locals engage. Местный блогер, дебил. Really hope the video was worth it. А-ля стример. В каждой компании есть стример или блогер, который не отличается интеллектом. Oh, Jacob, don't even mention Телепорт. Where's the other one? Where'd it go? Give me a taste. That's bad. Bloody hell. Taste this, cabrona! Каброра! Тут и испанка, тут и, блин, азиат, вампир. Jacob, there's something. А чё? Oh shit. Oh Dad's gonna love shit. this one. You better have a plan, Jacob. Yep. Don't miss. Don't touch me. Look, a new one. Primo, venade, go, go. Работесен. Это точно как моя бабушка из моего подъезда. Вот. I think there's vampire in this. Really? What does it taste like? Be specific. Like blood and death. And strawberry. Sun's coming up. Let's keep moving. Let's keep moving. Sure thing, Edgar Allan Bro. That's a good one. Do you think things will ever go back to normal?
Would you want to go back to normal? Not if I still have to pay my student loans. Шарит прям как в каких-нибудь старых фильмах про вампиров. Мне кажется, на это и отсылка. Неплохо. Это уже было. А, это уже обобщение. Ну, короче, кроме Сталкера 2 особо ничего интересного нет. Ну, короче, понятно. Народ, показали трейлер геймплейный Сталкера 2, кстати, кто не знает. А, ну еще что-то типа Пиратов Карибского моря. По красоте. Battlefield новый еще надо. Пред-альфа или пред-бета версия, что-то такое. Ну что, вот такой у нас E3 получается. Завтра последний день у нас. Так, все резко обрубилось. Все, пиздец, конец. Конец, пиздец. Which block? G2. All right, I'm ready. Wow, whether you are a Series X or Series X owner, or Game Pass fan, Сейчас буду дальше долго-долго-долго пиздеть. Короче, да. Что могу сказать, ребят? Презентация охуенная. Согласитесь, не часто от меня можно услышать что-то хорошее. Но, Алексей, ваш. блять, Microsoft показали класс. К сожалению... Они сейчас анонсировали только что мини-холодильник Microsoft. Да ладно! Это охуенно. Это крутой рофл, они молодцы. Ах, вы, бля, я его куплю, отвечаю, я куплю, сделаю на него обзор. Я очень хочу себе этот холодильник. Я правда не... мини-фриш. Но ты не понял, это правда случилось? У меня под столом мини-холодильник. Это прям мини-мини для пару баночек Это колы. прикольно, бля, не ржака, сука. Они реально холодильник выпустили, чуваки. Бля, прикольно. Ну, то есть, ты фанат Xbox, у тебя стоит Xbox, и рядом с ним холодильник. Через Xbox ты берешь себе это круто, бля. Главное их не перепутать. Опять же, я, блядь, все еще считаю, не думать, что я как-то там переобуваюсь и так далее. У меня PlayStation 5, я ее люблю, это моя любимая платформа. Но, блядь, Microsoft, конечно, подтягивают пояса и начинают ускоряться с какой-то невероятной скоростью. Вот бы они еще переодели штаны, в которые обосрались. Ребята, кто первый предложит, Microsoft представили в холодильник, того публикую, самого первого. Так, вот. Значит, 8, бля, реально 8 я готов поаплодировать. Это была охуенная презентация. Так. И ни секунды не пожалел. Ну, кроме тех секунд, когда показывали Сталкер. Потому что срань ебаная, блядь, а не игра. Ужасная озвучка, ужасные, блядь, анимации. Просто какой-то пиздец. Ну, это есть, да. Через час Square Enix, и, блядь, парашку покажет очередной. О, банан. Я считаю, будет несправедливо, если я постримлю из Square Enix, поэтому пострим ты Square Enix. Я сейчас и так стримил. И так буду стримить. Ну да, хорошо.
Вот, короче, ну реально все игры были пиздаты, кроме Сталкера. То есть я не знаю, зачем они его вставили. Нормальный сталкер был, ты придираешься. Нет. Так, реально круто. Честно, я не ожидал. Жалко, дат очень мало. Очень мало дат. Бля, сука. Просто когда секунду, там подожди. Ага, Мы забыли самое основное. Чувак, так-то в середине этой презентации показали Battlefield. Ни много ни мало. Я уже пересматриваю трейлер. Ну тут надо стопать, рассматривать, да. Ну мало показали, он всего 3 минуты. О, Джокс заработал чат, я тебя вижу. Microsoft Boy. Они выпустили холодильник, блять, они его анонсировали. Ну, выглядит хорошо. Офигеть. Интерфейс прям как сливали. У меня есть некоторые мысли по поводу оперативников. Я реально понял после стрима, что такое оперативники. То есть, как я понял, они избавились от отрядов, у них теперь оперативники. Мне это не нравится идея. Это чисто как в Rainbow Six, блядь, это как в Overwatch. Это охуенно. Это всегда работает. Это как в Call of Duty. И это работает. Это ты себя ассоциируешь с определенным оперативником. Тебе так проще играть. У тебя есть определенная фишка уникальная. Мне больше нравится, уникальная. когда идет какой-то прогресс внутри класса, а не когда ты сам класс, грубо говоря. Да. Слушай, ну, ты всегда говорил про то, что эта игра не кооперативная, нахуй эти отряды... Microsoft подтвердила работу над холодильником в форме Xbox Series X, блядь! Ну, кстати, вот тут в интерфейсе 3 человечка есть в отряде. То есть я уверен, они интерфейс будут еще менять. Запомните. Классические отряды по 4 человека остались. Запомните мои слова, они будут менять интерфейс. Ну, это про альфа. Ну, слушай, я согласен с тобой, что жалко, что когда вот идет анимация того, как он меняет обвесы, очень тупо, что он не меняет их вручную. Что он не меняет их, ну, типа, тактильно, вручную. Даже в CSGO реально он там прикручивает какой-то этот самый... это реально Battlefield, сука, чувак, это реально нормальный Battlefield спустя столько лет. Да? Да. Это новая, хорошая будет игра. Боевой вертолет, это прям как, сука, в тройке, в четверке, это, сука... Тут всякие спецэффекты, это, сука, нормальный Battlefield, блядь. Это охуенно. Тут, короче, для воздушной техники, тут пехота где-то будет бегать, тут будут сидеть выблядки. Военная техника. Выблядки с винтовками, которые будут отстреливать. Танки здесь пиздатые, вертолеты очень. Ну как-то так, чуваки, было неплохо. I can see these auras around them. If they're angry or sad or afraid, I feel it too. When I focus, I can even understand why they're feeling it. And if somebody's feeling something big, it infects me and I lose control. I've never told anyone. But now I can find out what's really going on. You'll need help. Это, мать твою, круто. Это, блядь, Ну круто. что, первый день E3 прошел, а с ним и презентации как Ubisoft, так и других издателей, про которые я уже спешу вам рассказать в деталях. Чтобы вам такого пошутить. Ах да, Ubisoft не меняется. Но это, к сожалению, не шутка. Не сказать, что было много интересного, но мы постараемся рассказать интереснее, чем сами крупные компании. Также предлагаю сегодня присоединиться к нам на лайв-канал. Будем стримить конференцию Microsoft, Чего это сейчас было? где покажут Stalker. У меня очки упали. Что это сейчас было? Это сейчас была игра по аватару? Чтобы вам такого пошутить. Ах, сказать, что было много интересного, но мы постараемся рассказать интереснее, чем сами крупные компании. Ебать, это игра по фильму «Аватар», чё, серьезно? Также предлагаю сегодня присоединиться к нам на лайв-канал. Чё, чуваки, чё пойдем делать? Можем пойти дальше, в принципе, играть в Half-Life, проходить, и включим видосик какой-нибудь на задний план. Либо можем в какой-нибудь там GTA RP пойти, но ее никто не смотрит, никому не интересно. Кстати, странно, блядь. Обычно всем РП интересно, в моем случае все наоборот. Ну, как-то так. Ну чё, чуваки, чё делать будем? Есть идея у кого-нибудь? Вообще активные на стриме есть? Можем пойти, кстати, в этом, просто посидеть в VR-чате и заодно параллельно видосики чекать, кстати. Как вариант.
Вот. А что у нас, кстати, по расписанию, чуваки? Что у нас по расписанию? Там у E3 уже расписание анонсировали. И я бы его незамедлительно бы чекнул. Было бы неплохо, да? Я даже скидывал ссылочку. Нет, нету. Так, ссылочка на расписание. Вот. Так. Так, суббота 12 июня в 22 перешел. Пресс-конференция Ubisoft, пресс-конференция... Так, это было... У нас 13 было начало. Совместная Xbox и Bethesda. Презентация, ну, не знаю, Square Enix надо, типа. Это не особо интересно. Показ кооперативного шутера Black 4 Blood. Тут тоже так себе. Я думаю, есть смысл, наверное, E3 уже продолжение отложить, наверное, на потом. Типа, посмотрим. Я тут, мое мнение, что он ли топ игра в Forza Horizon. Ну, в принципе, да, чё, не буду спорить. Это. Все, чуваки, ждем 14-го, получается, потому что у нас там пресс-конференции Take-Two Interactive презентацию будет делать. А вы знаете, что такое Take-Two Interactive, ребят? Плюс в чат, кто знает, что такое Take-Two Interactive, чуваки. Вы знаете, что такое Take-Two Interactive, блядь? Они завтра будут презентацию показывать. Я за эту хуйню не шарю. Чтоб вы понимали, Take-Two Interactive, ну, скорее всего, GTA 6... Take-Two Interactive, короче, владеют Rockstar Games. Это их, типа, генеральная компания, короче, так далее. Take-Two Interactive владеет Rockstar Games, и поскольку у них будет завтра презентация, я предполагаю, что они могут анонсировать... Эта большая компания владеет также Rockstar'ами. Да, это большая компания, и я предполагаю, что от имени Rockstar они представят обновленную GTA на PlayStation 5. Обновленную GTA 5 на PlayStation 5. Очень сомневаюсь, что анонсируют GTA 6, блять. Но очень сомневаюсь, что анонсируют GTA 6. Покажут обновленную GTA 5 на PlayStation 5 и, может, какие-нибудь еще там мини-инди проекты, потому что они хотели много всего сделать, в том числе каких-то мобильных мини-игр, блять. Вот такие дела. Freedom Games, Razer и Capcom. Ну, кстати, поскольку у нас начало перешел 6:00, ну, будет смысл завтра посидеть, короче, и что-нибудь поделать. Ебать ты аналитик. Я не аналитик, просто я шарю за то, что Take-Two опубликовывали отчеты, и у них прям в отчетах, типа, прям у них цели на будущее, ну, типа, на ближайшие несколько лет, там что-то в районе 40 игр сделать, но большинство из них мобильные. Вот. Такие дела. Такие вот дела. Жду Оверкука, мне похуй. Я не спорю, что, я же не говорю, что, типа, жди, в чем проблема. Ой, красиво. Короче, завтра ждем. И 15 июня тоже. Nintendo Direct будет. Все, завтра сидим, смотрим. Так. GTA 6 анонсом на E3. Чего, блядь? GTA 6 анонсом на E3 зачаровала фанатов. В сети появилась новая информация по поводу участия на выставках E3 компании Take-Two Interactive, которая, ну да, допустим. Take-Two Interactive официально посетит E3, сообщает.
геев, что означает, что на выставке может наконец анонсировать долгожданный GTA 6 от компании Rockstar Games. Многие еще ждут анонса Bioshock 4, издателем который также выступает Take-Two Interactive, однако по словам ведущего Джеффа Килли, игрокам не следует ждать анонса GTA 6, также Bioshock и многих других проектов Take-Two на этой выставке E3 на сцене. По словам издателя, говорить, как оказалось, сильно разочаровали многих игроков. Ну, типа, ну просто странно, они как бы... Вы понимаете, что если бы они как бы планировали пускать GTA 6, они бы GTA 5 уже как бы задвинули, блядь, задний левый и забыли уже давно. Они в GTA 6 все еще жизнь поддерживают. Кроме того, собственно, геймеров раздосадовало то, что издатель Take-Two Interactive собрался на игровой выставке говорить о разнообразии эксклюзивности вместо того, чтобы разговаривать и анонсировать новые проекты. Некоторые также отметили, что успех GTA 5 принес ей деньги слишком сильно, вскружили голову компании Take-Two, которая не спешит с анонсом выпуска GTA 6. Об этом говорили еще лет 5 назад. Ввиду того, что пятая часть до сих пор приносит отличный доход. Ну вот и спросите у них на E3, блядь. Сделайте им вот так вот встаньте, блядь, перед ангаром, чтобы они не зашли и презентацию никакую там не делали. Сказали, где, сука, GTA 6, блядь? Вот GTA 6 не принесешь, не впустим. Уходи, без GTA 6 не возвращайся. А вот с GTA 6 возвращайся. О, сука. Ну да, получается. Короче, завтра смотрим также. Эй. Чуваки, у кого есть желание пойти со мной в GTA-шку поиграть? Я хочу какие-нибудь каскадерские гонки попроходить. Джокс, нет желания со мной в GTA-шку в гоночки поиграть? Или что-нибудь повыполнять, какие-нибудь миссии? Хочешь? Будем стримить конференцию Microsoft, где покажут Stalker 2, Forza Horizon 5 и много других очень интересных для нас игр. Ссылка есть в описании. Также можно поддержать ролик лайком. Ну и погнали. Ubisoft показали сразу... Я не дома? А, ну ладно тогда. Опять ты в разъездах где-то, да. Несколько материалов по Rainbow Six Extraction. Сначала кинематографический трейлер. В нем показывается, как с неба на землю упал неизвестный объект с паразитами. Последние адаптировались и, судя по всему, начали вселяться в тела людей. Затем пользователям демонстрируют операцию по спасению Хибаны 3 другими бойцами, знакомыми по Rainbow Six Siege. Они должны исследовать локацию, найти цель и эвакуировать ее. По пути придется сражаться с несколькими видами врагов, включая босса в лице вожака. И на плане потяни. Эвакуация прямо со старта получит поддержку кроссплея и кросс-прогрессинга. Подробнее о концепции матчей в Extraction разработчик... Я люблю Майнкрафт. Я не говорил, что я не люблю Майнкрафт. Ложь, пиздеж и провокация. Рокет пиздобол. Неправда. Майнкрафт бой здесь. Yeah! 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 Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Майнкрафт лучше, чем вы все вместе. Майнкрафт трахает всех вас в тесте. Я самый лучший майнкрафтер, лучше, чем топовые майнкрафтеры. Жопа вам. Я играю, я строю дом из алмазов, флексю на лошади. Что я сказал, блядь? Я не знаю, почему ты так плохо играешь. Ах, знаю, ты, ну, иди нафиг.
Биток охуенный. Поведали в геймплейной демонстрации. Они показали, с чем столкнутся игроки во время спасательных операций и какие угрозы их ждут. Пользователям предстоит двигаться к пленнику, которого нужно освободить, уничтожая всех археев, это местные монстры, на своем пути. Действовать лучше скрытно, так как противники быстро реагируют на любое вторжение в свою экосистему. Во время матчей можно выполнять побочные цели, например, ставить специальные датчики в гнезда. Кроме того, в ролике показали несколько видов врагов. К ним относится подрывник со взрывающимся... Прям в яичко, понял, вставил своим пистолетиком. Прям внутри яичка. Ну да. Ростом на спине и бронированный титан, обладающий повышенной защитой. Действие игры разворачивается спустя 3 года после того, как на Землю упал метеорит, принесший неизвестного паразита к нам в гости. Сколько там из Челябинского прошло уже времени? Мне кажется, там где-то сейчас такая же хуйня происходит. Да нет, Челябинского больше, в каком году-то упал. Группе оперативников из Rainbow Six Siege удалось изолировать первую вспышку, по крайней мере им так казалось. Однако паразит Химера появился снова сразу в нескольких точках США и стал опаснее, чем когда-либо. Пока для игры подтверждены 18 оперативников, у каждого из которых будет специализированное снаряжение, оружие, устройства и способности. Уникальных карт в эвакуации со старта будет 12. Они содержат множество видов заражения, врагов и испытаний с повышающейся сложностью. Простыми словами, чем дальше игроки зайдут, тем лучше будут награды, но и риски тоже возрастут. Кооп рассчитан на 1-3 человек, и есть кроссплей. Сражаться с другими игроками-людьми не придется. Арсенал оперативников отличается от Siege и спроектирован специально для борьбы с пришельцами. Ситуация из трейлера реальна. Игрокам, лишившимся члена группы, нельзя выполнять задания. Игрокам, лишившимся члена... Извините. Надо... Игрокам, решившимся члена... вернуться и отбить его у пришельцев. Каждая вылазка в зону изоляции очень опасна, игроки могут потерять все апгрейды и прогресс. Бои с паразитами проходят в Нью-Йорке, Сан-Франциско и на Аляске. Гнезда паразитов каждый раз генерируются процедурно. Слизь распространяется по карте и помогает паразитам... Как вообще на Твиче тема футбольщиков всплыла? Я за Украину. А вообще, по-моему, на Твиче нельзя транслировать... Есть такой украинский стример Фауст. Да, Фауст патрон, бля. На Твиче нельзя футбол транслировать. Нарушение авторского права. За это можно словить бан. Сражаться с агентами Радуги, замедляя игроков. Но ее можно убрать простым выстрелом, правда, с небольшой зоны. Короче, выглядит интересно, но чую, что все матчи будут превращаться в хаос, так как тут нужна слаженная командная работа, как было показано в геймплее. Extraction выйдет 16 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. И, конечно же, за предварительный заказ предусмотрен очень нужный бонусный набор «Орбитальный распад» с косметическими предметами. О, да. К слову, в Rainbow Six Siege уже 30 июня появится кроссплей и единый прогресс на ПК и облачных сервисах. А в начале 22-го... Кроссплей? Что, теперь на телефонах можно будет в Радугу играть? Игроки на консолях смогут тоже объединиться. Запуск следующего сезона North Star состоится 14 июня. В игре появится оперативник Thunderbird. Она сможет выпускать гаджет Kona Station, который поглощает заряды бойцов в обмен на лечение. Устройство способно исцелить игрока до 120 хп и оживить упавшего друга. Если вы соскучились по синим аватарам, то Massive представили первый трейлер «Аватар Frontiers of Pandora». В свежем ролике сначала показали существ расы Нави и богатую природу Пандоры. Видео пестрит необычными растениями, животными и различными биомами. Среди местных созданий можно заметить аналоги лошадей и спинозавров. Ближе к середине трейлера зрителям продемонстрировали встречу нескольких Нави, а затем перенесли события на военную базу. Солдаты на вертолетах отправились на операцию и вступили в бой с коренными жителями Пандоры. Последние летают на напоминающих драконов животных, уклоняются от пули и ловко маневрируют. Это экраны называются. В воздухе. Проект на движке Snowdrop, а к работе привлечены Lightstorm Entertainment и Disney. В роли одного из Нави игроки будут исследовать западную часть Пандоры, не показывавшуюся в фильме Кэмерона. Придется не только знакомиться с уникальными существами, но и противостоять вторжению людей.
Кроме того, на западе Пандоры игроки повстречают совершенно новых персонажей. В описании сказано, в этой новой самостоятельной истории вы сыграете за представителя народа Нави, отправившись в путешествие по прежде невидимым. Что Нави забыли в играх? Ну, надо как-то бабки зарабатывать на хорошие идеи. Симпл тут ни при чем, это другой, наверное. Западным землям Пандоры. Я знаю, что ты понимаешь, что это типа... Ну типа, блядь, камон. Исследуйте живой мир, реагирующий на ваши действия и населенный уникальными существами и новыми персонажами. Заставьте... По-моему, по аватарам уже были игры, но вообще на PSP, по-моему, еще. Если я не ошибаюсь. Отступить внушительные силы корпорации по ОПР, угрожающей планете. Иногда игра выглядит очень хорошо, но в некоторых сценах картинка кажется немного неестественной. Выход в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Карен Ли, старший менеджер по работе с сообществом Ubisoft Монреаль, рассказала о будущем Assassin's Creed Valhalla, контенте в грядущем дополнении осада Парижа и дальнейшей поддержке. Сначала сообщили, каких результатов добились игроки в последней части приключений ассасинов. В дополнении осада Парижа предстоит поучаствовать в грандиозной битве и заключить союзы на территории Франции ради будущего собственного клана. Аддон привнесет в Assassin's Creed Valhalla новые способности, оружие, Xbox жду ПК. Тогда уж Xbox жди. виды врагов и многое другое. Кроме того, с релизом расширения в серию вернутся задания с проникновением на вражескую территорию, в которых игроки сами будут решать, как достигнуть поставленной цели. Осада Парижа выйдет на всех целевых платформах основной игры летом. Valhalla будет поддерживаться и на протяжении 2-го года после запуска. Игра получит новые дополнения, но их подробностями, за исключением намека на будущие встречи Эйвора с Одином, не поделились. Вероятно, речь идет о проекте Метеор, который недавно засветился в файлах Valhalla. В общем, гриндить придется еще годик. Какой естественный... В файлах Valhalla. Какой естественный полет копья. В общем, гриндить придется... Я даже в замедленном действии, блядь, поставлю. Красиво, да? Да. Придется еще годик. Если вам не надоело гасить зомби в коопе с друзьями, согласитесь, кому это может надоесть, есть очень неплохие новости. Так, на днях состоялся анонс World War Z Aftermath, дополненного и улучшенного переиздания. Предложит новых играбельных персонажей, режим от первого лица, 3 новых сюжетных локаций, Рим, Ватикан и Камчатка, класс Vanguard, а также возможность использовать двойное оружие в рамках обновленной системы ближнего боя, например, размахивать серпом и тесаком. Также появятся новые уникальные приемы и перки для рукопашного боя. Их можно использовать против новых врагов зомби, в том числе стаи нежити. Версии для ПК, PS5 и Xbox Series, ко всему прочему, смогут похвастаться эксклюзивным режимом Horde XL, который будет добавлен после запуска в бесплатном обновлении. Он добавит сражения с сотнями зомби на экране, чего по техническим ограничениям нельзя было добиться на старых консолях. Переиздание выйдет на PS4, Xbox One и ПК в конце этого года по цене $40. И первое время будет работать по обратной совместимости на PS5 и Xbox Series с поддержкой 4К при 60 FPS. Владельцы оригинала смогут купить апгрейд до издания Aftermath за $20, а полноценные нативные версии боевика для консолей нового поколения появятся в начале 2022 года и будут доступны в качестве бесплатного обновления. Вы знаете, что такое безумие? Это то, что показали в новых трейлерах ожидаемого шутера в открытом мире Far Cry 6. Герой станет частью сопротивления и бросит вызов деспоту, притесняющему свой народ. Первый из 2 роликов и посвящен Кастильо-старшему. Видео демонстрирует внутриигровую сцену с участием бунтовщиков, тирана и его 13-летнего сына Диего. Нам показали, как Дани Рохас, герой игры, попытался покинуть Яру. Корабль Дани захватили бойцы во главе с диктатором Антоном Кастильо. Оказалось, на борту корабля в Америку пытался уплыть Диего, сын Антона, которому не дали это сделать. Остальных беглецов перебили, но Дани все-таки спаслась.
Второй из представленных трейлеров рассказывает о наполнении сезонного абонемента. Дополнение позволяет сыграть за злодеев из Far Cry 3, 4 и 5 в каком-то отдельном режиме. Вы погрузитесь в хитросплетение разумов, узнаете историю персонажей, сразитесь с внутренними демонами и встретитесь со старыми знакомыми. Все это ждет вас в новой Far Cry. Умереть и повторить снова. Сможете ли вы сбежать из разума злодея, интригует Ubisoft. Вдобавок к этим эпизодам сезонный абонемент будет включать Far Cry Blood Dragon. Ubisoft Tennessee объявили точную дату выхода своей многопользовательской игры об экстремальных видах спорта Riders Republic. Проект поступит в продажу 2 сентября. Свежий ролик углубляется в игровой процесс и демонстрирует новое социальное пространство, где игроки смогут оттачивать трюки, управлять своей карьерой, подключаться к различным мультиплеерным режимам и делиться своим игровым творчеством с другими. За пределами хаба игра предлагает большую открытую территорию американских национальных парков для совместных соревнований во множестве спортивных дисциплин на горных велосипедах, лыжах, сноубордах, парамоторах и вингсютах, в том числе реактивных. Заявлена поддержка кроссплея и особенностей консолей нового поколения. Разбившись на группы, игроки могут захватывать районы, проходя специальные испытания и окрашивая трюковые рампы в свои цвета. А карьеристам предложат особо опасные легендарные состязания. Тренировочные площадки тоже есть, плюс можно просто исследовать большой открытый мир, отыскивая интересные места и достопримечательности. Игрок получает опыт за любую активность, поэтому можно заняться тем, что больше нравится. Сейчас разработчики принимают заявки на участие в мультиплеерном бета-тесте. Вышки имеются, но без аванпостов. Короче, все в стиле юбиков. Экшн-адвенчура Kena Bridge of Spirits вернулась с новым трейлером. Свежий ролик чередует фрагменты игрового процесса с дневниками разработчиков, в рамках которого сооснователи студии Ember Lab Майк и Джош Гриеры поделились некоторыми закулисными секретами производства. Видео, в частности, кратко демонстрирует сражение против босса по имени Каппа, элементы исследований и показывает проблески красочного мира, созданного художниками Ember Labs. Во время путешествия Кена может наткнуться на воспоминания, которые проведут ее по определенному пути. В других случаях гнилушки могут указать на предмет интереса, например, статую лисы, которую можно восстановить с их помощью. Кроме прыжков, у главной героини есть и другие способы передвижения. Она может использовать свой лук, чтобы стрелять привязью по светящимся цветам и подтягиваться к ним. Премьера Kena Bridge of Spirits состоится 24 августа на PS4, PS5 и ПК. Давай, Дэм, спасибо, что зашел. Удачи. Хорошего просмотра. Также были представлены трейлеры и точная дата выхода дополнения «Наследие» Bloodline для Watch Dogs Legion. По сюжету Эйден принимает обычное задание устранителя в Лондоне, надеясь восстановить отношения с племянником Джексоном после событий оригинальной игры. Его задача — проникнуть в высокотехнологичную лабораторию. Эйден Пирс и Рейндж сойдутся в одном дополнении. Нихуя. Брока Тек и выкрасть оттуда таинственное ценное устройство. Однако задание проваливается. Рейндж забирает злополучное устройство и скрывается с ним. Провалив миссию, Эйден оказывается под перекрестным огнем. У него нет союзников, которые помогли бы защититься от корпоративного гиганта, а Рейндж все время остается на шаг впереди. Эйдену придется заручиться поддержкой своего племянника Джексона, с которым он не в лучших отношениях, и положиться на свою выдержку и опыт. Рейндж известен своей непредсказуемостью, что скажется на развитии событий. DLC выходит 6. Дайте угадаю, в конце Рейндж должен оказаться добрым и помочь Эйдену, и они либо разойдутся, как типа чуваки, которые пережили что-то плохое вместе, либо... Да, скорее всего, это будет так, что типа Рейндж там предаст Эйдена, потом ему станет стыдно, он ему поможет, и в конце они такие типа... Ну давай, короче, все забудем, было весело. Надеюсь, больше не увидимся и все, и разойдутся. Ну, типа, обычно происходит так, когда два положительных главных героя, ну, типа, это логично, мне кажется, что такой конец будет. Вряд ли Рейндж прям, ну, совсем уёбком станет. Он же добрый вроде как по лору. Июля. Компания Devolver представила приключенческий экшен с видом сбоку Track to Yomi. Игру разрабатывает Леонард Минчиари совместно со студией Flying Wild Hog. Проект рассказывает, как молодой мечник Хироки поклялся умирающему мастеру защищать свой город и людей, которых любит, от всех угроз. Столкнувшись с трагедией, связанной своим долгом, одинокий самурай должен отправиться в путешествие за пределы жизни и смерти, чтобы противостоять самому себе. Игра использует кинематографичные ракурсы камеры, визуальные эффекты в духе классического самурайского кино.
Вам предстоит сразиться со свирепыми мечниками и сверхъестественными существами по мере развития истории Хироки. Выйдет она на ПК, PS5, Xbox Series в 2022 году. Номерная часть сериала Resident Evil 9 находится в производстве уже больше 3 лет. Отвечая на вопросы пользователей в Twitter, об этом со ссылкой на свои источники сообщил известный инсайдер Дас Голем. По его словам, у нее есть все шансы стать представительницей серии с самым продолжительным циклом разработки. На производство может в общем уйти 6-7 лет, то есть она не выйдет раньше 2024 года. Resident Evil... Так она еще не вышла, а уже все сохнут по этой сисястой вампирше, да? 9 должна стать завершением сюжетной трилогии, начатой в Resident Evil 7. Capcom собирается направить франшизу в новом направлении. Но франшиза не пропадет с радаров, параллельно готовятся и другие игры. По слухам, ближайшей станет Resident Evil Outrage или Revelations 3. Она якобы посвящена Ребекке Чемберс. Кроме того, Capcom готовит полноценный ремейк Resident Evil 4. Издательство EA и DICE опубликовали новый тизер Battlefield 2042 с демонстрацией первых официальных геймплейных кадров шутера. В коротком видео показано несколько секунд вертолетного боя на карте Песочные часы, происходящей в занесенном песками городе Доха, столице Катара. Если по чесноку, то после этого меня настигли флешбеки с 4-й батлы. Да, она очень на 4-ку похожа. Никак без обнимашек. Геймплей будет представлен на презентации Xbox и Bethesda, которую, напомню, мы будем стримить на лайв-канале в 8 вечера, поэтому приглашаю посмотреть. Релиз состоится 22 октября. Релиз ММО-шутера выживача The Division... Все, GTA-RP. Не, у меня GTA-RP не было сегодня. Мы сегодня E3 смотрели. Мы сегодня смотрели... Во, чуваки, внимание, сейчас прям реально жестко. Сейчас будет реальная жесть. Итак, внимание на экран. Как вам такое, а? Холодильник, сука. Блять, он будет стоить 1040, мне кажется. Как консоль, да. Охуеть. Все, обещаешь со мной обниматься. Я тебе предлагал, мне когда в VR я шел, я же говорил, типа, у меня контроллер заряжен, можем сегодня постримить. Ты что-то куда-то ушел со стрима тогда. В тот раз, предыдущий. Опа, сидит какой, сука. Покажи статую F10. Кого? Статистику персонажа. Соединение? У меня нету ничего. А что за чел? Что это за хейтер вообще, не понял? Что меня дебэшит? Что я ему сделал? Ты что сидишь, старче? В смысле, что сижу? А что мне делать? Чего, блядь? Я сыт, мои цыгане хотят тебя отметь в попачку. В попачку, блядь. Спасибо за 20-очку, но я отказываюсь иметь в... Не, спасибо. Спасибо, брат. Говорят, что РПшеры самые токсичные существа на свете. Ой.
А, все, спасибо. Гадости какие-то. Тим, огромнейшее тебе большое спасибо. У меня шок. Тупо шок. Спасибо, брат. Так, нам надо, короче, доехать до этого. До парашютика. Уля, какая девушка сидит. Ля, какая. Блядь, не успел на девушку посмотреть. Ну, собака. Фу. Так. Нам нужно такси. Работает? Блядь, о, банан. Брат, поехали до этого, секрет-шопа. Фу, жарко, жарко. Альвайс, Янис, ты лучше не слушай никого. Спасибо, брат. Кстати, у меня сейчас получается 5600 плюс 5700. Это сколько? У меня 11200? Плюс 1... Ну, 11700 у меня где-то. В Форбсе минимальный сейчас 15700. Да, у меня 11700. Но мне дохера еще до Форбса. Но я туда не буду залетать. Хватит. Ай. В какой-то момент мы встретились со знакомыми чуваками и решили попробовать сделать еще одну ачивку в казино. Это выбить 12 раз куш. Просидели мы там достаточно долго. Я не буду все это показывать, потому что это, скорее всего, будет неинтересно. Да, не люблю РПшеров. Не люблю РПшеров. Чуваки, не люблю, не особо люблю РПшеров. Чего, блядь, это негр? Где негр? Чё нахуй? Раньше считали, что чем больше мозг, тем человек умнее. Но мозг гениального физика Альберта Эйнштейна весил всего около 1 килограмма 200 граммов, что немного меньше среднего значения. Зато обладатель самого крупного мозга в 2 килограмма 850 граммов страдал задержкой в развитии. Самый Не, нахуй. Ребята, давайте, может быть, пока сделаем такой маленький перерыв, да? Такой небольшой перерывчик сделаем. Вот. Я поставлю контроллер на зарядку, пойду чуть-чуть прогуляю. Чуть прогуляю. Пока совсем солнце не село, пока все еще более-менее светло. Ну, относительно. Вот. И после этого продолжим играть. Пойду в VR-чат. Все, чуваки, сегодня стримим VR-чат. Сегодня VR-чат Панда. Предлагаю нам с тобой пойти в VR-чат через... Давай 40 минут. Пойдем в VR-чат с тобой. Поиграем. Пообнимаемся, посидим, почилим. Окей? Ладно, никого нет на стриме, все ушли. Ну ладно. Короче, народ, через 40 минут у нас тогда стрим по VR-чату. Я пойду сейчас ставить все на зарядку, все контроллеры. И после этого продолжим. Вот. А пока все. Всем спасибо, что были на стриме. Обязательно подписывайтесь на группу. Там все последние новости о стримах. Всего доброго тогда. До встречи. Через минут 40, может даже через часик. Посмотрим. Давайте, всем пока.